Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала, а также канала Алексея Арестовича. Это прямой эфир. Все вживую, как всегда. Понедельник. Алексей Николаевич, приветствую вас с Добрый крещением. вечер. Добрый вечер, взаимно. Вы знаете, у нас такой день, это когда вот день, все очищаются, все вот как бы сбрасывают с себя вот эти, смывают грехи в проруби, без проруби. И вот, казалось бы, должно же быть что-то человеческое, должно же быть какие-то там новости, нужно же увидеть хоть какой-то свет в конце тоннеля, а мы видим, знаете, в этой проруби только мрак, и туда вообще просто бездна какая-то. В общем, будем выгребать, ну, по крайней мере, стараться. Делать это будем, как всегда, вместе с вами, уважаемые зрители. Вопросы оставляйте в чатах трансляции, в сообществе YouTube, в клубе зрителей. Обязательно успеем ответить на них, хотя действительно темы очень, выпуклые сегодня. Начать хочется с простого. Давайте от простого к сложному. Опрос сегодняшнего эфира, он звучит следующим образом. Да? Вот если вы уже поняли, что там QR-код, что подписаться, школа Арестовича, вы это уже знаете, можно не повторять. Давайте вот в вопросе проголосуйте, потому что это все взаимосвязано. Собираетесь ли вы уезжать, внимание, по причине отсутствия перебоев с теплом и светом? Ну, то есть, сейчас же какой посыл? Ну что, ну уезжай, да, вот уезжай. Вот вам вопрос. Окажитесь в этой ситуации, или вы в этой ситуации находитесь, дайте ответ, или представьте себя в этой ситуации. Варианты. Да, уже не вмоготу. Нет, некуда ехать. Нет, вот принципиально не поеду никуда, хотя имею возможность, вот все равно буду здесь со своими. Ну или еще такой вариант, уже уехал. Вот такие варианты. Я хочу начать с этой темы, потому что мы сейчас перейдем к геополитике, к большим этим числам, к Гренландия, Украина, Европа, Трамп, Зеленский, который расписал спецоперации. Но главная та спецоперация для украинского гражданина на территории Украины, вот же она в чем заключается. Остаться или уезжать. И вот эти условия, в которых мы встречаем, ну вот начало 26 года, они же ничего хорошего, условно, через месяц, через два, через три никому не сулят. Что думаете по поводу самого тяжелого, самой тяжелой зимы этой войны? Ну, во-первых, я сочувствую людям, которые это все должны переживать, включая всех моих родственников и друзей, которые в Киеве. А во-вторых, ну что здесь сказать, нарастают противоречия между словами о нашей способности держаться и нашей реальной возможностью держаться. Мы сейчас и продемонстрируем незламность. Это пустой пропагандистский трюк или это за этим стоит что-то реальное? Вот, потому что в ближайшее время, скорее всего, будет следующий налет по Киеву. Опять будут бить по структуре этой теплоэнергопроизводящей, сберегающей и так далее. И пойдут испытания следующего порядка. Например, 2-3-дневный полный локаут. Блэкаут, вернее, при этой температуре, при отсутствии света. Сейчас люди на чем держатся? Что даже в самых худших условиях, там, в самых пострадавших домах, 1,5 часика свет есть. Правда, есть отдельно, где вообще нет и так далее. Но 1,5 часа – это заря надежды, зарядиться, как-то да, там что-то еще, согреться и прочее, прочее. А если вообще не будет? Ну, или, допустим, 5 дней полного блэкаута. Потом починят, а потом опять новый налет и так далее. Тут, учитывая, что, я не знаю, я не синоптик, там прогнозы разнятся, но, возможно, 2-3 недели придется подождать. Может быть, и больше. И мы посмотрим. Теперь варианта 2. Например, киевляне, кого там бьют, Днепр и Одессу, хотят гасить, гасят полностью. И Харьков еще, да. И Харьков, да. Допустим, это 4 крупнейших областных центра, столица, 4 центра экономики, миллионники и так далее, и так далее. Допустим, люди выстаивают в этих замерзающих квартирах, как-то находят способы прожить, выжить и остаться. Тогда российская компания по заморозке украинцев как бы теряет силу. Она становится объектом презрения и насмешек. И мощнейшим инструментом пропаганды. Добавляет оптимизма людям, которые верят в то, что раз мы такое перенесли, значит, мы
стоим. Дальше это весна, так или иначе весна, пусть даже февраль, да, и так далее, и так далее. Если за февраль не замерзнем, повышение температуры, ну, значит, мы еще не такое перенесем. И это очень сильно усиливает позиции Украины. И идеологически, и фактически, и даже в головах отдельных людей добавляет оптимизма. Теперь смотрим. Не справились. В одном, двух, трех местах, во всех 4 городах. Ну, что такое Харьков, Киев, Одесса? Ну, даже просто Киев. Это процентов, наверное, 20 украинской экономики всей. На секундочку. Да и людей, ну, по А количеству может быть и населения. больше. И людей, конечно, и столица, плюс то символически. Если Киев начинает бежать, просто не выдерживает, и все, эвакуироваться массово, становится хотя бы на время городом, не предназначенным для жилья, ну, это сильнейший удар по украинской позиции. С последствиями, которые прямо сейчас точно просчитать и назвать сложно. Потому что они настолько будут крупные, настолько мультиплицирующие, так усиливающие друг друга, рябь создающие, расходящиеся по разным сторонам, что я не берусь посчитать последствия. Могу сказать, что как бы будет удар по всем тем же параметрам. Украинская стойкость, реальная незламность, удар по пропаганде, удар по реальной позиции, удар по оптимизму людей. Вот очень сильно. Потому что любой город будет смотреть и с унынием думать, ну окей, Киев погасили, наверное, мы следующий. Вот. Развлекаться так россиянам, ну, 1,5 месяца, 2. Середина марта уже можно выживать, даже если будут морозы там тогда. Ну, как бы, вот вопрос. Куда эта гонка заведет? Следующий крупный вопрос, о котором пока мало кто думает, это а что на следующую зиму? Успеют ли это все отремонтировать? Успеют ли создать там необходимые системы защиты? Там, и прохождение следующей зимы, насколько Киев будет жилым летом, насколько Киев будет жилым осенью, там Одесса, Днепр, Харьков. И следующей зимой. Будет ли война, не будет ли война. То есть ряд вопросов стоит. Серьезных. Потому что даже если Киев просто станет нежилым, ну, это катастрофа, которую еще не знали за последние 50 лет. Как бы, ну, нигде в мире. Поэтому мы не знаем. Пока люди держатся, пока есть вот эти 1,5 часа света, даже в самых есть дома, где по 14-16 часов света. То есть все очень неравномерно. Предсказывать немедленную катастрофу рановато. Даже если сейчас погасят, ну, мы знаем, что наши энергетики, если не боги, то они где-то близко, они все равно сумеют дать где-то как-то свет. Фишка в чем? Что по-настоящему, чтобы положить, надо сделать электричество в Украине. И в крупных городах нужно сделать то, что назвал Гуры Зеленский. То есть ударить по подстанциям атомных станций. Потому что генерацию не положишь. И для этого надо бить по атомным станциям. Россияне не будут этого делать. Генерация есть. У нас плохо с распределением. Потому что бьют распределительные станции. Вот эту дилемму российские ракетчики, украинские энергетики и стойкость людей в этих условиях сейчас решается уравнение. Никто не знает, чем оно закончится. Никто не берется предсказать. Что можем сказать? Это будет очень смешно звучать, но подытожив, это будет звучать так. Если выстоим, это будет ого-го нам какой плюс. Если не выстоим, то это будет ого-го какой нам минус. Вот и все. А как оно будет, не знаю. Посмотрим. Алексей Николаевич, с точки зрения, ну, вообще, позиции сторон и войны, да, как таковой, вообще, конечно, ну, мало кто думал, что этим будет... Ну, вообще, мало кто думал, что война перевалит за отметку там, Великой Отечественной. Мало кто думал, что вот до этого дойдет, до этого момента. Но это, опять-таки, это все посыпание головы пеплом. Если устремить взор в будущее, что мы имеем сейчас? Да ничего не имеем, ничего не понятно. Ездит наша делегация, там, Буданов и 2 гражданина Америки поехали к 2 гражданам Америки. Что там, вообще непонятно. То есть Давос, на него возлагались большие надежды, но тут скандал с Гренландией. В этот же Давос приезжает Дмитриев. Я хочу, чтобы вы помогли разобраться. У нас или какая-то дичь звучит, ну а-ля лучше без света, без воды, без тепла, но не под российским флагом, или, например, песенки давайте петь, или давайте, как Кулеба выходит, говорит, сходите в ресторан, сходите в кафе, поддержите. Ну, вот такая вот какая-то, да, вот риторика идет. А вот конкретно, как этот
ну вот этот как бы меч или там этот палец над кнопкой отключения или там рука на рубильнике от Украины, как она играет на переговорном треке, мало кто объясняет доходчиво, внятно и ну, как адекватно ситуации. Что вы думаете по поводу вот этого? Ну, это последний аргумент отрубить Украину и пустить ее в каменный век? Или какого порядка этот аргумент на вот этих переговорах, о которых мы мало что знаем в последнее время? Ну, давайте так. Здесь весьма простое соображение. Если бы переговоры были бы сколько-нибудь успешны, нам бы прожужжали все уши уже успешностью этих переговоров. Поскольку молчат, очевидно, хвастаться нечем. Раз. Второе. Я не знаю, какой порядок аргументов в данном случае. Я вижу одно. Никто особо не возмущается. Вы о ком? Европа, американцы, международное сообщество. Никто не Есть две темы. Гренландия и Иран. Миллионы замерзающих украинцев как бы не вполне себе тема. Поэтому, ну, во-первых, они, потому что они до конца замерзают. Все же понимают, что так или иначе свет есть. Западное посольство видит это, докладывает. Хоть по 1,5 часа оно есть. Поэтому, но еще не критично. Во-вторых, есть два мощнейших фактора отвлечения, которые волнуют гораздо больше, чем судьба Украины. Поэтому сделать это фактором, не знаю, сложно. Зеленский пытается делать из этого сенсацию. Он заявляет, что ну, как бы повод, он говорит, что вот ракет не было еще вчера утром. Выпросил еле-еле. Мне это тяжело достается. Значит, Киев на какое-то время будет защищен, а не только Киев. Но, видите, оно не взлетает. Как бы, честно говоря, вот так вот в трезвом размышлении выдавить из темы российско-украинской войны еще какую-нибудь сенсацию, кроме тех, что были за 4 года, очень сложно. Это Даже плохо или хорошо? это и плохо, и хорошо. Потому что хорошо, потому что нету способов сделать хуже уже. Ну, только ядерное оружие по жилому району. Вот это единственный вариант. Остается второй. Это то, что ну, как бы меньше удается привлекать внимание. То есть оно идет в плановом режиме. Вот. И с другой стороны, участников с американской стороны, которые хотят, чтобы война прекратилась, ну, Украина пошла на уступки, это может даже, ну, поймите правильно, устраивать до некоторой степени. Не в том смысле, что они радуются замерзающим киевлянам, харьковчанам, одесситам и днепровцам, а в том смысле, что ну, оказывается системное воздействие на украинскую позицию. Есть шанс, что она пошатнется. Как бы быстрее наступит мир, быстрее Америка решит ключевую геополитическую задачу, и как бы больше ресурсов будет на другие задачи. Ну, то есть команда делает сенсации, нет. Автоматически сенсация не взлетает. Нет эффекта. Россияне, наверное, хотели бы, чтобы был бы эффект. Они же в расчете на эффект это все и делают. Не только материальный, но и как бы, эффект в создании общественного мнения, которое при определенном там шлюзовании может стать волной, которая будет давить на политические решения. Для политического же решения это делается на самом деле. Давление оказывается. Но как-то вот не складывается картинка. Идеал какой же? Все замерзли, общественное мнение сформировалось, надавило на политиков, оканчивайте войну. А нету такого эффекта пока во всяком случае. Это означает только одно. Они будут продолжать. А вот наступит ли этот эффект, смотрите ответ на вопрос первый, мы не знаем. Военная составляющая темных городов и отключения света. Потому что, ну, все понятно, да, к тяготам и лишениям мирного населения, да, конечно, апеллируют. Но мы увидим, что достаточно война изменилась с начала года, вот прям по боевым действиям. А, Дроны вдруг начали атаковать заминированные мосты в украинском тылу, как бы обрубая пути отхода. Ну, то есть абсолютно как-то там какую-то еще применили, ну, было там видео, да, какую-то с горючей смесью по мостам. То есть Да, логистика. железные дороги начали блокировать, там даже ждуны, минировать дроны, там ждуны начинают садиться, много чего происходит. Война совершенствуется. Крупный шаг, следующее развитие в дронной войне, это где-то раз в 3 месяца происходит. Все время новое, все время новая история. Мы видим, да, публикации дронов с ракетами воздух-воздух, чтобы сбивать наши охотящиеся на них военные самолеты и вертолеты. Как бы идет постоянно, тепловые ловушки там ставятся на них, отражатели и так далее. Идет постоянно, как это, диалектическая борьба копья и щита, которая столько лет, сколько человечества.
средств нападения и средств защиты, она постоянно совершенствуется. Куда это заведет, я не знаю, мы не технические специалисты. Очевидно, будет какой-то искусственный интеллект, очевидно, будут расширяться возможности. Понятно, что дальность, избираемость, как бы грузоподъемность. Сейчас же новые фишки есть. Там ослабляют, ослабляют дроны короткого воздействия для боев в городах. Ослабляется, ослабленная батарея ставится, которая легче, зато больше боезаряд, который в стенке там бьет в дома и так далее. Чего только нет. Поэтому до какой-то степени будет совершенствоваться это и далее. Но надо понимать очень простую вещь. Дроны – это не принципиальное изменение облика войны, как все рассказывают, кто не знает, что такое облик войны и никогда не знал. Непрофессионалы. Пусть даже они воюют уже 4-й год, эти непрофессионалы. Дроны – это артиллерия. Просто как управляемые снаряды, очень точное средство доставки. Но это логика, та же артиллерия. Такой же тупик был в Первую мировую войну. Она сейчас буквально воспроизводится спустя 100 лет. Вот, где то же самое обеспечивала артиллерия. Более того, сейчас, если посчитать как бы реальное количество поражений, то у артиллерии остается очень приличный кусок. И никто почему-то не собирается отказываться от артиллерии. Все ее развивают. Производство снарядов и все такое. А зачем, если все решают дроны? Потому что командиры на местах реально видят, кто что поражает. И дроны – это как бы еще один вид вооружений. Принципы военного искусства поменяться не могут, потому что они как законы физики. Вот и все. Заметьте, мы же не пишем нигде, что в Купинск прорвались дроны. Все пишут, в Купинск прорвалась пехота противника, правильно? Которую мы поражаем дронами. Это обеспеченная дронами. Но все равно пехота. И так будет всегда. Есть старый закон. Пока яйца пехотинца не зависли над окопом противника, говорить не о чем. Все очень просто. Просто эти дроны, это вот уже, мы об этом говорили, кстати, да, в наших вот этих обзорах по линии фронта, точнее, ваших обзорах, и когда мы вот прохаживали, и сегодня тоже так будем. Вот уже продвижение в сторону Запорожья, это уже здравствуй FPV, то есть там 17 километров, это вот там по бережку Днепра, туда, за Степногорском, уже как бы севернее. Да, небольшое вклинение, там 2 километра, но этого достаточно для того, чтобы запускать и юг Запорожья, областного центра, бомбить и, как бы атаковать. Да нет, нам достаточно даже из других районов, более близких, там 25 километров, оптоволокно летает на 40 хорош. Запорожье прифронтовый город, мы это фронтовой уже, даже не прифронтовой, фронтовой. Мы эту свою фразу произнесли хороший месяц назад, если не больше. И получается, что сейчас вот это все, скажем так, месилово, вот это в колоде у Зеленского, да, то, что он сейчас творит, делает там Вот смотрите, политика же, вот мы начали тему разговор с темы вот этих отключений света, тяжелой жизни, фактора на переговорах. А это тоже используется как политика. Кличко против Зеленского, Зеленский Ткаченко. А тут вот мэр города хороший, а тут мэр города плохой. В Одессе вообще нет мэра города, то есть запустили своих. Там, видите, как нет скандалов. А тут он подскользнулся, мужик голову разбил, умер. А Кличко говорит, это твой там начальник района, Зеленский не посыпал эти, пешеходные дорожки возле метро. И это все хотя нужны четкие, быстрые, такие классные решения. Вот сейчас муссируется Федоров. И сейчас оказывается, что продюсер Савика Шустера отвечает за купол антидроновый. Вообще сейчас говорят, антидроновый купол будем создавать. А люди смотрят и вспоминают, 23-й год Федоров рассказывал про антидроновый купол, 26-й год он рассказывает про купол, и все на него возлагают такие надежды, дифирамбы поют, что сейчас Федоров придет, порядок наведет в Минобороне, и мы там как завоюем с искусственным интеллектом, с диджитал, со всем на свете. Какие у вас мысли вызывают вот эти вот? Вы мою позицию знаете, он может быть даже что-то конкретно улучшить, но система в целом не изменится. Потому что они стейкхолдеры и бенефициары, простите, этой системы. То есть они жрут с нее и превращают это в золотые унитазы. И не станут ее менять даже ценой войны. Уже давно понятно, что ни война, ни любая гуманитарная катастрофа любого размера не является поводом для смены системы. Вашему покорному слуге это стало понятно на 9-й день войны, 22 числа, когда я увидел, как приняли некоторые кадровые решения в офисе. Я понял, что первые 9 дней, да, принимались любые решения, работа была полная на эффективность и так далее. А дальше я понял, что они воспользовались этой историей для того, чтобы войной пользоваться
еще более им удобно стало воровать и подавлять, репрессировать несогласных. Вот и все. Ничего не поменяется. Не существует события, которые способны это поменять. Даже массированный термоядерный удар по Украине это не поменяет. Если бы они Гренландия хотели, может поменять ситуацию не в Украине? поменяет. Если бы они хотели, все, они бы давно уже поменяли. Гренландия никак не поменяет ситуацию в Украине. Трамп сегодня прямо сказал: ребята, европейцы, займитесь войной России и Украины. Как вы это А считали? не Гренландии, как бы, да, и так далее. Европейцы заговорили о том, что возможен будет военный союз Украины и России без, вернее, Украины и Европы без США. Такое действительно рассматривается формат в Европе. Но это только, чтобы вы понимали, это не на уровне послезавтра это будет принято, но на уровне только первичного раздувания этих идей. Там дискуссии в клубах некоторых идет и так далее, и так далее. То есть до этого еще очень далеко до всего. И, ну, понимаете, во что можно верить и на что можно надеяться, и на что можно работать, что уже существующая система может повысить свою эффективность на какие-то проценты. В этих пределах дискуссию вести можно. То поменяется система, изменится отношение к людям, и все пойдет иначе. Нет никакого смысла. Это бессмысленная затея, надеяться на это. А каждый сам выбирает, во что верить. Есть, которые верят в пропаганду. Вот Федоров пришел, сейчас все радикально изменится. Есть, которые верят там в то, что Гренландия заставит зашевелиться европейцев и прочее, прочее. Ну, мы же не можем запретить людям верить. Правильно? Зеленский объявил о каких-то спецоперациях сегодня. Получается, Зеленскому выгодно, чтобы по Украине летело больше и сильнее, и... то есть он не объявил о том, что я буду стучать во все двери, чтобы организовать воздушное перемирие, энергетическое перемирие, какое-то, там, да, маленькое перемирие, чтобы вам, украинцы, легче было. Он говорит от противного. Почему? Ну, потому что ему надо похвастаться украинцам. Смотрите, они нам погасили, а мы в ответ взорвали генерала, ответственного за это. То есть асимметричные меры, которые позволяют выдерживать баланс наступления и поражения. То есть мы не только отступаем, мы, смотрите, наносим смелые удары в глубине России. Ну, вот погасили Курск только что с утра. Перед этим погасили Белгород. Смотрите, мы тоже гасим. Не все так просто. Вот эта логика действует. И пока нет никаких поводов ее сменить, потому что переговоры уперлись в принципиальное нежелание нас, с нашей стороны украинской, оставлять Донбасс, выводить войска. Принципиальное нежелание России соглашаться на любые расклады, если там нет вывода украинских войск из Донбасса. Поэтому как бы война продолжается. Сегодня КМИС вышел и говорит, что 62% украинцев доверяют Зеленскому. Федоров тоже, там, Притула, Терехов, доверие-недоверие, то есть самый позитивный баланс. Получается, это такая история, как с овальным кабинетом, да? То есть ты все провалил, обгадился, но сделал это красиво, и тебе опять украинцы верят. Или это так? Выбор же очень непростой. Если не верить Зеленскому в овальном кабинете или в том, что он сейчас говорит, это его усилия по миру и по войне одновременно, что придется признать массово? То, что признаем мы с вами во время наших эфиров. Но там надо очень крепкие яйца иметь, чтобы об этом спокойно говорить. Потому что для людей это катастрофа. Катастрофа. Вот. Потому что, что признать, что система, на которую ты возлагаешь надежды, связанная вообще с выживанием и будущим, недееспособна. Это же надо признавать вслух. Это подвиг, который гораздо сильнее среднего гражданина. Поэтому эффект очень простой. Это стокгольмский синдром. Власть держит украинцев в заложниках, и чем им хуже, тем больше многие верят в власть и хватаются за них. Потому что, а что им бедным делать? У украинцев есть шанс, Алексей Николаевич? Шанс на что? Шанс на достойное завершение этой войны. Что такое достойное завершение? Достойное завершение – это сохранение, не знаю, нетронутого своего города где-нибудь в пределах 100 плюс, 150 плюс километров от линии фронта, какой-то плюс-минус понятной власти,
с каким-то гербом, флагом, гимном. Просто когда Тимошенко судили, она ведь такое выдала, говорит, фактически фашистский режим. Ты говоришь, Да, ты уедешь. Поэтому тебе браслет, тебе вот это. Говорит, не уеду. Я здесь буду, пока не освободят Украину от этого фактически фашистского режима. Ну а кто у нас освобождает от фашистского режима? То есть какие-то страшные откровения понесло Юлию Владимировну. но она же сказала то, что думают очень многие люди. Одновременно те, которые к МИСу отвечают, что они за президент. Вот, потому что, как вам сказать, видите ли, это очень исторический вопрос. Можно ли диссидентской позиции требовать от больших масс населения? Диссидент – это всегда выродок, это всегда человек с особой обостренной совестью, умом там, и так далее, и так далее. Их таких не может быть много. Вот. Диссидентская позиция очень сложная, потому что ты должен видеть и плюсы, и минусы одновременно. Ты уходишь только в черную пропаганду, в минус, то ты такой же пропагандист, только с противоположной точки зрения. Ты не за власть поешь, а только против власти, как бы. Поэтому, видите ли, в современном мире есть полнота информации, альтернатив. С человека нельзя требовать, чтобы он был информирован полноценно, как генерал спецслужб, например, правильно, как крупный политик. Но от него можно требовать разборчивости в средствах информации и перепроверки фактов, которые там сообщаются. Люди не хотят этого делать, потому что многие массы, потому что это очень сложная операция. Во-вторых, на нее надо тратить немногие оставшиеся силы. Третье, правда ужасающая. Она способна сломать хребет. Поэтому усиливается стероидность, усиливается вера в иллюзию, усиливается желание прибить точку зрения гвоздиком к стенке и никогда больше оттуда не снимать. Потому что даже вот сейчас на этом грандиозном эксперименте с выживающими городами видно, что пирамида Маслоу на самом деле перевернута. Это то, что я всегда говорю на своих занятиях, что первой потребностью является ответить на вопрос, кто я и зачем я живу. А без еды люди могут достаточно долгое время без тепла. Хотя пирамида Маслоу утверждает, что сначала базовые физиологические потребности. Это не так. На чем стоит пропаганда? На чем стоит пропаганда режима Зеленского? На том, что люди боятся признать альтернативу, потому что иначе рухнет вся пирамида. А не на том, что альтернативы нет. Есть альтернатива, есть всегда. Мир, например. Что угодно. Власть парламента более адекватного. Это у нас парламентско-президентская республика. Все что угодно. Но не в этом дело. Опять же, самое главное, что людям приходится признать, это то, что они бессильны в этой ситуации. Они не способны повлиять на властей. Помните лозунги после второго Майдана? Мы сняли власть, мы поставили власть, если она будет не такая, мы снова снимем. Хочется задать вопрос, Да, никто ничего не снял, даже никто больше. ничего не снял, и даже попыток нет никаких. Смотрите, миллионы возмущенных или сотни тысяч возмущенных не выходят. Там, перекрывают дорогу максимум, почему у соседей свет есть, а у нас нет. Это все, это предел. Власти пользуются безнаказанностью этой ситуации. Я хочу, смотрите, очень многие там ресурсы, там плюс-минус здравые, адекватные, разные. Короче, Угу. очень много посчитали, что это какая-то, скажем так, дичь, да. Но я хочу в качестве эксперимента с вами, да, представить, что это не дичь. Да? Давайте представим, что это плюс-минус не пропаганда, не какая-то дурня всякая, которая сейчас забит эфир. Это пожалуйста, Владимир Шередеха пишет. Друзья,
Учитывайте, что когда война закончится, в стране, кроме армии, другой работы за 25-30 тысяч в месяц не будет. И тогда настанет момент истины с воспоминаниями, как виртуозно вы петляли от повесток и бусиков. Вы все солидарной толпой побежите в ТЦК, будете под воротами на коленях ползать, что вы взяли хоть чуть-чуть за стабильные $500 там, картошку чистить за солдатскую пайку. Но будет уже слишком поздно. Будет одиноко сидеть ваш ненавистный военком, в общем, полное говно пьян от осознания того, что все наконец-то закончилось. Он медленно как бы задвинет засов, глянет на ваши перепуганные, обездоленные лица через решетку и дыхнет перегаром. Когда вы все начнете скулить, ну возьмите, я просто ждал удобного момента, военком усмехнется и скажет: а пошли вы все, в общем, подальше. И пойдет дальше спать в ваших личных делах. Очень жестокая и неумолимая жизнь. Сегодня ты ухилянт, завтра безработный, которому даже ворота в армию закрыли перед носом. Думайте. В общем, как это? Налетай, торопись. Если мы... Вот смотрите, человек вот так логически мыслит, и, ну, это транслирует. То есть он же на чем-то основывается, когда вот это пишет. Есть вообще вот такой сценарий, Алексей Николаевич? И что вы видите за вот этим, ну, казалось бы, вообще идиотским мнением? Он же военный там, да, какой-то? Да. Смотрите, я за этим вижу то, что ему подсознание начинает подсказывать, ну, горькую истину про армию и войну. Он же не профессиональный военный наверняка, да? Такой пафос может раздуть только непрофессиональный военный. Это то, что объясняют на третий день пребывания на курсе молодого бойца в военном училище. Ребята, если в вашей жизни случится война, вы помните, что через 3 часа после конца войны военные никому не нужны. Там сразу прививку делают. Не думайте о себе слишком много. Военные – это как монахи. Они никому не интересны в мирное время, на них все молятся в часы бед, а потом тут же забывают, и они еще во всем будут виноваты. И вот этот пафосный пузырь, который надул этот симпатичный человек, это показывает о том, что он начал уже немножко догадываться, что военные нахер не нужны никому во время войны, и армия все больше в Украине становится похожа на сборище тех, кому не удалось откупиться или избежать, или отпетлять, а после войны это будет вообще полная катастрофа. Ну, смотрите, военные – это как лошадь на параде после войны. Вернее, лошадь на свадьбе. Лицо в цветах, жопа в мыле. То есть сначала тебе там наградят, вас засыпят цветами, вы пройдете парадом, скажут, какие вы герои, начнут снимать какие-то фильмы. А 1 200 000 человек, из которых уволят 800. 800. Это люди, которых отправят на гражданку, пожмут руку в лучшем случае. Скажут, дальше вы сами. На гражданке всегда начинается: я вас туда не посылал, в каждом кабинете. Чиновник будет говорить: ну что вы ко мне лично претензии предъявляете? Я вас туда не посылал. Работодатели будут составлять списки неблагонадежных военных, потому что они контуженные, много требуют. Уже такие списки есть, на самом деле. Ходят негласные. Как бы, что там еще? И много качают прав. Масса бытовых конфликтов, где военные будут с посттравматическим синдромом размахивать гранатами и стрелять из пистолетов из-за места на парковке. Политические разборки с участием военных, где одни герои Украины убивают других героев Украины. И звание военного девальвируется в кратчайшие сроки. Это будет что-то типа опасных, типов, с которыми лучше не связываться в плохом смысле этого слова. Знаете, бывает такой: тетя Маня живет на дом, который всех терроризирует. Сумасшедшая. В доме живут банкиры, в доме живут генералы, в доме живут там солидные мужики, прокуроры, но все боятся тетю Маню, потому что тетя Маня сумасшедшая. Ты не знаешь, то ли ребенка ударит, то ли в машине стекло разобьет. А всерьез с ней бороться, куда ее психдом вести, так ее отпустят через 2 недели. Она там поспит, поест и отпустят снова. Вот примерно такая будет история. И дальше начнется выживание в одиночку. Все рассказы про ветеранские братства, про там этот самый ветеранский бизнес – это полная пропагандистская туфта. Никогда такого не было и не будет. Случаи, когда военные сумели сбиться в Hell Angels, какую-то там структуру, и то криминальную, да, как ни крути, да. И это, кто не знает, это ветераны Вьетнама сошлись в байкерский клуб Hell Angels. Но это очень большое исключение, выросшее на американской культуре. У нас,
И все. Дальше кто-то будет. Айтишники военные вернутся в IT, наверное. Там какие-то люди с профессиями тоже вернутся. Там кто-то пойдет в строители, кто-то вернется в родные села и так далее. Армия наш полный срез общества. С какой стати военный, призванный из глухой деревни, который как бы никогда в жизни не держал смартфона до призыва в армию, и айтишник столичный, который тоже прошел и вернулся, ну, будут друзьями и побратимами. Ну, может, поздравят пару раз друг друга, может, съедутся, и все, на этом все. Жизнь разведет. Смотрите, это главный закон пехоты. Его никто никому не учит в современной армии, к сожалению. А главный закон пехоты звучит так. Каждый умирает в одиночку. И всю глубину этого закона еще понимать и понимать. Так вот, на гражданке каждый будет умирать в одиночку. Как и в жизни. Максимум, на кого можно рассчитывать, на семью и очень малый круг друзей. Да еще поди нормально, тех верных друзей найди. То все эти рассказки, что военные придут, поменяют порядок, наведут, дадут новое этот самый общество. И вообще все фантазии в духе Хайнлайна с таким вот отчетливым, прыщавым, подростковым. Я вернусь и раскидаю всех своих врагов однажды, да. Как бы, ну, это оставим на совести людей, которым, наверное, сейчас тяжело, раз они такие вещи пишут в соцсети. И которые уже начали догадываться, что ну, после войны они останутся один на один со своими проблемами. Жизнь возьмет свое. И выигрывают не те, кто воевал и защищал, и потратил там здоровье, а те, кто не воевал и не защищал, и здоровье в основном не потратил. Как всегда это бывает. Вот и все. Поэтому, друзья мои, а если это будет еще проигранная война, это будет, все это умножайте на 3. Армия проигравшей войны обществу не нужна. Ну, так это будет проигранная война, все к А этому это идет. до некоторой степени будет армия, не полностью проигравшая, но до некоторой степени армия, проигравшая войну. Вот и все. Поэтому, несмотря на весь героизм и прочее, прочее, от общества потребуется, кстати, колоссальные усилия, чтобы их реально реинтегрировать, обеспечить им психологическую, социальную, всю остальную поддержку. И это очень непростая история, которая там просто министерством по ветеранам не отделаешься. Нам придется решать задачу колоссальную, которую никто не решил в мире, потому что если не будет плана Маршалла, то на упавшей экономике страна, которая перед угрозой второй войны и живет на внешних дотациях и с тяжелейшим внутриполитическим напряжением по вопросу, куда вообще жить и как быть. Это и миллионы ветеранов, это я вам скажу. Что... Поэтому, если вы думаете, что они так с отоплением решают, ну, посмотрите, как они решают задачи с отоплением, наши украинские элитки, и подумайте, как они будут решать проблемы с ветеранами после войны. Это то же самое. Поэтому этот пафос, хочется обнять этого человека, пожалеть его, что ли. Как и всех, кто там пишет пафосные посты про то, что военные всех победят и все порешают. Сейчас. Складывается впечатление, что, ну, условно, начинают готовить вот эту морковку, которую подвешивают перед ослом, очередную для Украины, украинцев, что вот будет процветание 800 миллиардов, ну, Трамп, в общем, Запад дадут денег. Но как-то Подожди, вот, что такое? Да, извините. ну, как-то не бьется, Алексей Николаевич. Нам вот чехи так же хорошо встретились вот на днях с Петром Павелом. Договорились обо всем. Сейчас Bloomberg выдает статью, ой, да нет, знаете, не дадим вам вот эти легкие там чешские самолеты, L там какие-то 300 с чем-то, 319. Не дадим. Знаете почему? Нам самим нужно. Ну, то есть, и вообще, как бы, это дорого, давайте нет, давайте не будем. Куда ни кинутся, понимаете, вот начинаются какие-то проблемы. Там по снарядам проблемы, еще. А вроде же такие речи, такие обещания, такие песнопения. Просто если Европа, которая столкнулась с реальным тестом, не может защитить не Гренландию, Данию, да, своего члена Евросоюза, члена НАТО, союзника западного. Союзника нельзя защитить от союзника. То как Европа будет защищать Украину? Смотрите, что такое 800 миллиардов? Цена этой Гренландии. Ну, Они же нигде не лежат даже в Америке 800 миллиардов. Нет такого места, где вот лежит 800 миллиардов. Нет даже места, где лежит 80 миллиардов. Поэтому, как бы, что такое 800 миллиардов? Это можно создать серию программ, которые, если правильно, ответственно проводить в жизнь, макроэкономически,
то через какое-то время общий бенефит там, за 10 лет может составить 800 миллиардов. Там, да, размер инвестиций, там, или за 15, или за 20. А не так, что на Украине вынули, в сумках принесли и положили 800 миллиардов. Чтобы вы понимали, в Украину засадили за это время примерно 500 миллиардов долларов вот за время войны. Ого. Чтобы вы для сравнения понимали, что такое 800 миллиардов. Ну и где? Вы сильно почувствовали? 800 миллиардами, как и 8 миллиардами, как и 8 копейками, надо же уметь еще распорядиться. Это нетривиальная задача. Первое, что с ними попытаются сделать, это их разворовать. Эти 800 миллиардов. Ну, какой-то профит из них будет наверняка. Вопрос, кто и как будет управлять агентством по восстановлению, да, и вообще, какие фирмы будут привлечены, что будет делаться, государство пойдет навстречу или нет. Это огромный круг вопросов, который совершенно не ясен, и никто всерьез не поднимает. Все волнуются флаговтыками, там подняли на Купинском знамя или не подняли на Купинском знамя и так далее, и так далее. Хотя впору уже думать же, как бы надо о том, что будет после войны, которая рано или поздно кончится. Ну, вот как-то так. Потому что чем более я внятную и оптимистичную, в хорошем смысле трезвую картину вы нарисуете выхода из войны и после войны, тем больше у людей, в конце концов, настроение правильно эту войну довоевать. Мотивацию создаете. А как правильно эту войну Есть за довоевать? что бороться. Ну вот, и смотрите, я сейчас задаю вопрос не с точки зрения там военного, это отдельная прям вообще большая тема, а с точки зрения гражданина. С точки зрения политика, почему военного? Да, военный – это специфический разговор, но там есть что сказать. С точки зрения гражданина это все очень просто. Нужно немедленно заключать мир, фиксировать убытки и заниматься ускоренным развитием той части, которая осталась. Все. Других вариантов здесь нет. Ну, есть вариант медленно отступать и медленно воевать, как бы проседая Украину все больше и больше. Ну, есть и такие любители повесить себе, перед тем, как прыгать в прорубь, повесить себе жернов на шею. Но только Украина в ситуации, когда она уже в проруби и довешивает себе жернова. Ну, есть и такие люди, как бы, да. Более того, история такая хитрая девка, что может оказаться, что они правы. Тут Шелест с Арестовичем предлагали сдаться, а мы выстояли, и все получилось как... Это тоже нельзя забывать. Тоже получилось как лучше. Поэтому мы молодцы, мы несгибаемые. Вот нам большая медаль на шее. А вы, трусы и предатели, все время ныли, и в конце концов исторически проиграли. Мы не знаем. У меня есть позиция. Она заключается в том, что нужно немедленно останавливать, минимизировать ущерб и заниматься развитием страны. Это моя позиция, и она обоснована просто потому, что я понимаю, что для любого другого варианта нужны системные изменения, которых не будет. И надеяться на них нечего. Любой другой вариант – это очень серьезные системные изменения в Украине. Буквальная смена онтологии. То есть то, как мы видим мир, отображаем мир украинского общества и государства. И как оно обращается. Разворот государства к людям. Это из разряда фантастики абсолютно. Снижение коррупции, там, подъем эффективности. Это все фантастические прожекты. Кто хочет верить в этот фиолетовый луч, пожалуйста, но я к этим людям не отношусь. Вариант только один. Эта система, так как она существует, будет медленно проигрывать войну. До какой степени медленно и как долго и до степени разрушения, это дискуссионный вопрос. Это от очень многих факторов зависит. Помощь, не помощь, там Европа помогает, не помогает. Всякое такое. Все мобилизуются и мобилизуются. Но в целом вектор-то понятен, он обозначен. Поэтому, ну, кто хочет... Смотрите, смысл барахтаться есть в случае, если есть шансы на изменения. Сейчас вера какая? Россия сдохнет раньше, чем мы. Нам надо, главный лозунг какой сейчас? Надо на один день простоять дольше, чем Россия. Но есть люди, которые в это верят, как бы, ну, на здоровье. Я не склонен верить этому и не склонен верить в системные изменения. Выход в этом случае один – минимизироваться и сосредотачиваться на мирном строительстве внутри. Проблема возникла. Сегодня очень такое показательное. Не буду его пересказывать. Суть примерно понятна. Ну, в общем, глава ЦИК дал интервью Reuters. Дал комментарий и говорит, ничего не получится. Ну, там, выборы в телефоне это туфта, потому что типа незаконные. Выборы на участках только в консульствах. Большая проблема где-то еще. Короче, куча проблем насчет выборов. Мы сейчас вообще понимаем, что людям не до выборов в отсутствии света, тепла и этого ужаса. Но как бы законодательство готовят и что-то вот в этом районе там, да, будут пытаться представить. Но здесь четкое ощущение, что тема выборов, она как бы ушла с повестки дня вот сама по себе. Смотрите, это же так классно.
А Зеленский демонстрирует всем, что он контролирует ситуацию, встречаясь с Стерненко, Притулой, Кубраковым, вот сегодня Малюк, вот еще там вот разные лидеры. То есть, смотрите, как целый Зеленский в кресле президента со всеми встречается, даже своими противниками, и говорит, что вот смотрите, я как бы контролирую ситуацию. Как вы оцените степень контроля политической ситуации Зеленским и властью? Так это же очевидно. Если бы был контроль, не надо было бы встречаться с волонтерами. Ну, как бы, власть в норме не встречается. Это не по протоколу, это несопоставимый уровень. А потом волонтеру Притуле Запорожская облгосадминистрация выкатывает Да. деньги. Да, при том, что с волонтерский фонд 20% забирает на личные нужды. Как бы, да, это интересная ситуация. Будущим прокурором, я, может быть, и нынешним, многое придется, да, для того, чтобы этот юридический казус как-то объяснить. В зависимости от целей и мотивов, да. Так вот, ну, это же признак чего? Отсутствие этого самого контроля. Нарушение протокола. Нарушение протокола от хорошей жизни не бывает. Это всегда либо форма изощренного издевательства над теми, кого приглашают президенту не по рангу, либо этот самый, либо ну, попытка стабилизировать, договориться о будущих, о нынешних договоренностях, будущих договоренностях и так далее, каких-то политических и прочее. Но выборов не будет. Там могут и провести, но только их же будут проводить в надежде, что ничего не поменяется. Что Владимир Александрович останется как бы светсолнышком президентом, да, а какой-то там парламент они составят, все эти Притулы, Стерненки и прочее приглашу. Вот и все. Смотрите, все же очень просто. Политическая система всегда работает на первая ее цель и задача – это самосохранение. Все это очень легко объясняется, если посмотреть на что они. Они работают на самосохранение. Возможности для этого самосохранения сокращаются, но тем не менее, вы говорили, Кличко обвиняет Банкова, Банкова обвиняет Кличко. Не будут делать это до последнего, даже в эпицентре ядерного взрыва. Потому что власть – это главное, что им нужно. Не светлый проект будущей Украины, не судьбы граждан, не возможности человеческого развития, развития экономики человеческого капитала. Их интересует власть. Какие вам еще доказательства нужны? 4 года умирают люди, замерзают, умирают. Это не послужило поводом для того, чтобы измениться. И они не изменятся никогда. Никогда. Это невозможно. Ну, как невозможно? Оставим 0,5% на Господа Бога, но... Лично мое мнение, и оно сразу появилось, немножко как бы затихарилось ввиду бурных событий, но сейчас опять выныривает наружу, что Трамп попытается, да это в принципе проскакивало от Виткофа, закончить войну в Украине по модели Газы. Это есть в 20 пунктах, в 28 пунктах. Короче, создаст Совет мира. Совет мира в Газе уже наделал много шороху. Вот прямо сейчас. Есть буквально только что пришла информация от журналиста Барака Равида. Вот этот журналист из пресс-пула говорит, что церемония подписания устава Совета мира по Газе будет уже в четверг в 11:30 по Киеву на полях Давоса. И туда уже разослали, ну не туда, а имеется в виду в этот Совет мира, разослали уже очень интересное предложение. Песков говорит, Путина позвали, Лукашенко показывает письмо прям Трампом подписанным, мол, давайте вы туда тоже. Макрон вроде как откажется, но так-то вообще стоит туда зайти миллиард. А вот если мы сейчас наблюдаем за тем, как начинается этот Совет мира по Газе, правда ли нечто подобное может быть и по Украине? Так с самого начала предлагалось подобное по Украине. Фонд на триллион, Россия, Китай, США, ну и там докупившие, как бы, банк могли участвовать. Тогда это отвергли. Трамп же носился с идеей весной экономической дипломатии. Зачем воевать, если можно зарабатывать? Убедился, что все это отвергли, но на частном участке в Газе планируют это создать некоторым способом. Но если получится, вполне возможно попытаются повторить нечто такое с Украиной. Это та же идея, но уже локализованная до размеров Газа, потому что на большом масштабе на Украине не получилось. Пробуем на Газе. Почему наши, вот мы просто об украинской политике с вами говорим, почему наши политики настолько узколобы,
да, что не могут взять на щит Совет мира Трампа, никто вообще слова против не скажет, ну и говорить, давайте вот так выходить. Потому что они не видят способа сохранить свою власть и заработать в этом раскладе. И они ни одного движения не сделают, пока они не поймут, как это работает на сохранение власти и на заработок. Все очень просто. Но погодите, а как можно заработать, отдав литиевый рудник, из которого только 2% из добытого будет идти в государство Украина, хотя всем рассказывали 50%? Это Ну, же как бы... 2% идущее государству, это значит возможность отщепить 1%. Это много. Они в суммах посмотрели, это приличные суммы могут быть. Как бы, да, и так далее. Но там это для государства малые деньги, а для вас 20-30 миллионов в год, а что нет, тоже деньги там как бы, да. Ну вот может и больше. Поэтому, ну, они пока не увидят изюма, а изюм это мы опять же мы не знаем, что пообещали, может какие-то гарантии безопасности политической и так далее за это предоставили. Поэтому трудно судить, не зная всего. Но просто так они ничего не делают, я вам гарантирую. То есть Совет мира, этим все закончится в Украине? Мы не знаем, чем закончится в Украине. Ну, вероятность этого, я имею в виду, Ну, какая? может быть, закончится, да. Может быть, Украина будет доведена до такого состояния, что уже никакой Совет мира не поможет. А может и поможет. Мы просто не знаем. Но если сработает на газе, хоть до какой-то степени, да, конечно, попытаются повторить, потому что в мире действует принцип золотого молотка. То есть, если что-то получилось, то это будут применять, невзирая ни на что, пока молоток не поломается. Лупить будут тем же самым. Могут быть другие обстоятельства, другой расклад, но раз получилось, и будут навязывать, пока до абсурда не дойдет. Действует во всем. Посмотрите, стратегия в Украине в этой войне – это чистый золотой молоток. Что получилось в 22-м, в марте, то и пытаются повторить до сих пор сейчас в большем масштабе. Давайте о войне, но перейдем сейчас к фронтам. Там тоже есть интересное там сообщение и по Харьковской области, и по Запорожской, как я уже сказал. Лиман тоже интересные там такие моменты по Запорожской атомной электростанции тоже, да, перемирие, восстановили опять линию, которую в очередной раз порвали обстрелами. Я хочу, чтобы вы Сырского прокомментировали интервью «Левому берегу». Угу. Это прям какой-то, ну, не знаю, там выход такой достаточно, как бы модно говорить, потужный. Значит, мобилизация идет хорошо, лучше, чем 7-8 месяцев назад. Угу. СЗЧ... 10, я сказал. 7-8, по-моему, да? Ну, неважно, да. Неважно, да. Ну, я так просто слушал, наверное, прослушал. Ну, лучше мобилизация, улучшилась ситуация. Значит, наступать будем, говорит Сырский. А что, в обороне нельзя сидеть, будем наступать, поэтому вперед, наступление. Соня Кошкина, бедная его, говорит, а как там вот там проблемы, СЗЧшники? Да, говорит, СЗЧшники сразу на фронт. Переводы из боевых бригад, это нереально, война идет. Вопросы такие задаете. Короче, все так вообще хорошо и замечательно, если так послушать Сырского. У него всегда так. Наверное, по-другому быть не может. Но с точки зрения логики, а где Украина может контрнаступать и бросаться вперед? Или Купянск – это уже вот это оно, наступление. Помните, как мы с вами ушки добропольские обсуждали, как их срезали и выдавали за контрнаступление? А сейчас вот это вот атаки Купянска, ну, там выбивание российской армии оттуда, вот это вот взаимные встречные бои. Во-первых, не очень хотелось бы распространяться по поводу, где она может наступать. Все-таки до некоторой степени это чувствительная информация. Как бы не будем этого делать. А принцип очень простой. В ситуации, когда противник наступает, идет стратегическое наступление на нас, контрнаступательные операции могут быть первое локальными, второе направлено на срез фланга какого-то особо чувствительного и иметь всегда временный эффект. Это очень важно понимать. Не может быть такого контрнаступления, что мы отвоевали и удерживаем безнаказанно, потому что это вопрос только накопления сил противника и тающих сил у нас. А стратегическая ситуация не меняется пока. И так, чтобы у противника стало намного меньше сил, а у нас намного больше, пока такого не предвидится. Поэтому, ну, будет такая, как у Купинска, ну, можно даже умножить на 3 или на 5 по масштабу. Взяли и срезали какую-то там клешню.
Ну, такое вот контрнаступление. 3 месяца поддержали или полгода опять потеряли. Вот такое может быть. Но, с другой стороны, это выигрыш времени, это подъем морального духа до некоторой степени и прочее. Очень интересно, что прощупываются сейчас, ну давайте по фронту пройдемся, это прям очень как бы такой момент. Начнем с, ну давайте так, с границы начнем, да. Новое Мгм. прощупывание границы сегодня зафиксированное. В общем, захват села Дегтярное, это Харьковская область, новый участок, абсолютно не фигурировавший. Значит, уже в красной зоне очутилась, сообщают бойцы с передовой. Это деревня, это в район Волчанска, да, Украина. Потери, конечно, не подтверждала на дипстейте, все под украинским контролем, но сообщения такие есть, и все больше и больше таких вещей на границе. Чем это объясняется? Вот как раз-таки вот этой необходимостью военной, и вполне вероятно, что вот это наступление, о котором вы не хотите говорить, ну, потому что чувствительная информация может быть на российскую территорию. Ну, а что, с Курской Не, ну, областью повторили, вот... ну, российскую вряд ли, разве что в качестве короткого забега, потому что это будет очень плохо принято, ну, теми, кто обеспечивает усилия мирного процесса, то есть Вашингтон. Это уже за гранью мирного процесса, назовем это так, за гранью допустимого. Поэтому все экзерсисы будут на украинской территории с очень высокой вероятностью. Что касается россиян на границе, они разматывают наши резервы немногочисленные. Да, вот это Да, Дегтярное на экране сейчас, да. захват села, как бы создание нового, пусть маленького участка фронта, это политически чувствительная информация очень сильно. Они туда будут перебрасывать, чтобы доложить, что мы отбили и так далее. И немногочисленные резервы, которые должны быть на направлении главного сосредоточения усилий противника, то есть Славянск-Краматорск, Запорожье, они уходят на границу по политическим причинам. Так, ну хорошо, давайте тогда с юга начнем, да, Да. Да. с продвижения как раз-таки вышеупомянутого Запорожья. Вот это продвижение, оно зафиксировано серой зоной в Малокатериновке, там Мгм. Речное, Григорьевка. Это уже за Степногорском. И, соответственно, расстояние до Запорожья сократилось достаточно серьезно. Ну, 2 километра – это очень серьезное продвижение по нынешним меркам. Да. Напоминаю, что 46 километров от Авдеевки до нынешнего места стояния российская армия шла больше года. То есть 2 – это очень серьезная история. Вот. Ну, про Запорожье мы уже сказали, вот, что это уже фронтовой город, уже перестал быть прифронтовым, становится фронтовым, по сути. Дальности впереди добивает. До артиллерии полевой уже добьет, если что. Там логика та же самая. Продавливаем с Южного фронта и пытаемся охватить группировку и город Запорожье, выйти с восточного фланга. Как бы там под Ореховым еще противник доложил, что имеет успехи. Тут большой вопрос, верить или нет, но он доложил, что имеет успех. Вот. Эта логика понятна. Дальше понятно, что делать с Славянском Краматорском. Ключевая интрига следующая. Пойдут ли они на Добровинково, туда, в направлении от Покровска? То есть, есть ли у них задача окружить Донецкую область по периметру с заходом на территорию Днепропетровской области? Вот. Или они ограничатся действиями внутри Запорожской области? Ну, то есть вы имеете в виду... Вернее, не Запорожская, а Донецкая, да. Да, да, Донецкая. То есть вы имеете в виду вот этот кусок, да, Светогорск, где Мгм. сейчас приблизились максимально к... Ну, бои уже, можно сказать, идут за Светогорск. Можно. Потому что там уже там рельеф, конечно, такой, но тем не менее. То есть вы имеете в виду вот как бы окружать с двух сторон. С этой стороны, через Доброполье, и вот Светогорск сюда. Да, ну, как бы это серьезная история, это не прогуляться, правильно? Да, это долго. Потому что это большой охват. Что позволяет сделать этот охват? Во-первых, он режет логистику. Пути, по которым снабжаются железнодорожные и автомобильные, снабжаются остатки Донецкой области. В другой он обходит укрепления, которые успели понастроить в Донецкой области. То есть это позволяет наступить за укреплениями, не беря их в лоб. Соблазн велик. Да, нет, мы не знаем. Пока не можем сказать. Что касается Славянска-Краматорска, то пока видно формирующая операция, еще раз, этот оперативный балкон на Дружковку, грубо говоря, от Часов Яра и от Константиновки. Плановый плюс от Лимана заход на Славянск.
Алимания докладывает злобный противник, тоже есть продвижение. Плюс, если от кубинскую проблему они решат, еще от Кубинска на Изюм. То есть это будут браться в полуокружение, ну, соблазн крайне велик уйти на Барвинкова, условно говоря. Ну, вот. Крайне велика. Но там крупнейший железнодорожный узел и как бы центр снабжения Донбасса. Дальше часто грузы идут по дороге. Это не великий секрет, это все знают, поэтому достаточно посмотреть на карту железнодорожных дорог. Ну вот если они на это пойдут, ну тогда замысел станет окончательно ясным. Если не пойдут, то значит, либо не хватает сил, либо какой-то другой коварный замысел. Плюс восток Харьковской области, проблема Купинска, Изюма. Ну вот, рассечение. И очень сильно им мулит группировка наша, которая условно стоит на этом самом, на правом берегу Северского Донца. Оскола. Оскола, да, старого, да, пардон, да, этот самый, на Боровое, грубо говоря, центром, который является Боровое. Так а что Вот это за, скажем так, потому что, Боровая. смотрите, все сейчас, да, Боровая, все сейчас вокруг этого Купянска, да, россияне дают отчеты, что они там отбиваются и все контролируют, Украина говорит, что вот там флаги, вот там то, вот мы сейчас, пресса западная пишет, но вот немножко южнее вот ситуацию с Боровой никто не трактует, да, что там сейчас происходит. Не трактуют по одной простой причине, там оборону ведет, это полоса обороны славного третьего корпуса. А мало есть желающих поколебать имидж публично третьему корпусу. Хотя при всем уважении к этим славным ребятам, батальонный район они теряют где-то в недельку, в 10 дней. Понятно, не разово, а там позицию, там в целом накапливается батальонный район. Если посмотреть карту Дипстейта, вот на все это, то вы увидите, что легенда про то, что третий корпус сорвет всех врагов и славно воюет, ну, мягко говоря, несостоятельно. Они ведут тяжелые бои и отступают точно так же, как в любом другом месте, а может быть и больше, чем в любом другом месте. Тут вопрос, какое количество усилий российские командования сосредоточило против. Но мало кто в публичном пространстве Украины поднимет тему, что третий корпус не справляется правильно сегодня. А почему их так боятся? Ну, они же страшные. Они же бородатые, Саш. Так все бородатые сейчас. Они по-особенному бородатые. Куда ни плюнь, все бородатые. Они бородатые со значением в глазах. Понимаете? Да, вот. Поэтому легенда создается про неуловимых, жестоких, не прощающих обид. Страшно третий корпус. Вот. И никто не хочет связываться. А как бы кто-то, кто не хочет связываться, наоборот, хочет связаться и получить свою выгоду. Поэтому как это превратили в такое. Когда с каждого плаката третий корпус, это каждая вторая смс-ка, что врывайся в третий корпус. Когда там все, третий корпус, ну, против этой волны выйти надо яйца иметь, поэтому... А можно, пока мы сейчас пойдем там дальше немножко по Харькову, который утюжат, и туда с севера коснемся. Но у меня такой вопрос. То есть это вот Боровая, вот там вот Изюм, вот эта зона. Мне просто присылают подписчики из Изюма, да? Они говорят, вот там вот так Wi-Fi называется, а там вот это, ну, всякие там смерть русским детям, вот эти все там цифры непонятные. Вы понимаете, какие цифры. Да. Там россияне показывают, вот дрон там захватили, сбили, а у них катушка для оптоволокна. Украинский дрон на оптоволокне. Есть и такие, не удивляйтесь, они есть. Это все взаимо как бы подтягивается, эта вся история. А там свастика нарисована, понимаете, то есть... И если раньше это хоть как-то оправдывались, ну, романтика войны, ну, там, символы, руны, всякая такая ерунда, а сейчас уже даже никто не оправдывается, ничего не объясняет. Ну, свастика и свастика. И шо? Вот так примерно реагируют люди. Да. Когда украинскому воину это стало норм, как это, норм и стрём сейчас в соцсетях, когда норм стало? Ну, слава богу, не всем украинским воинам, а только самым правильным украинским воинам, которые от сердца к солнцу. Как бы, поэтому их мало. Это не все украинские воины. У многих украинских воинов это вызывает, ну, мягко говоря, неприятие. Но это у них такая субкультура. Как бы государство им прощает, потому что Зеленский рассчитывает на все это воинство на выборах. С одной стороны, он боится, что они станут противниками, с другой стороны, хрюшками закидают, как Порошенко. С другой стороны, он хочет на них опереться до какой-то степени, в чем-то их развести, поэтому до некоторой степени считает их боеспособными, и это часто справедливо.
И как бы, ну ладно, позволим существовать этой субкультуре. Опять же, признать это с точки зрения пропаганды же невыгодно. Это потому что ж получается, Соловьев был частично прав. Неудобненько. С трибуны он может прозвучать и прочее, прочее. Ну, как бы тут только надежда на смелую Юлию Владимировну, которая выходит и говорит «фашистующий режим» в кавычках. Мы берем в кавычки, мы же так, конечно же, не считаем, Саша, это же очевидно. Вот. Поэтому это все очень смешное деланное лицемерие и чрезвычайная слабость государства. Понимаете, что такое диктатура? Как говорил Иван Ефремов в «Часе быка», с одной стороны, это очень мощная такая штука, каток давит всех, с другой стороны, она очень хрупкая. Вот она так и есть. Она тяжелая, как чугун, и при этом очень хрупкая, потому что чугун можно ударить молотком, он разлетится на куски. По той простой причине, что есть уязвимые точки, которые не будут признавать ценой чего угодно. Например, что доблестные украинские воины иногда любят повесить портрет Скорцени у себя на командных пунктах бригад. А когда начальство приезжает, не очень далеко прятать его в тумбочку, не особо боясь. Как бы да, и тогда. Вот. Скорцени же вроде как не Гитлер, правильно? Просто диверсант. С израильтянами потом сотрудничал. Очень хороший человек. Поэтому вот так есть. Такова наша реальность. Она интересна, забавна по-своему, симпатична. Так, да, давайте, скажем так, ну, Волчанск, мы уже сказали, тут активизация на новых участках границы. Здесь, вот я так понимаю, тест идет Харьковской области, и здесь все достаточно, ну, потому что Белгород, потому что и по Белгороду летит, и тут, в общем, активизировались бои. Насколько это все может, ну, резко иметь шансы переброситься ближе к Харькову, как вы думаете? Ну, не прямо такой угрозы нет. Для того, чтобы ближе к Харькову, нужно создать системное преимущество у противника. Его нет. Они сами в резервах нуждаются на основных направлениях. Это разматывание резервов, создание угрозы. Смотрите, по Харькову бьют, Харьков гасят, на Харьков же наступают. Это чисто политическая история. Западу они показывают, что мы можем наступать. Украинцам они показывают, что, смотрите, как бы, ребята, ваше дело безнадежно, народу мы медленно, но съедим ваше яблоко. А военным они разматывают ресурсы, резервы. Они просто прекрасно понимают, как мы реагируем. Если взяли село на границе, то Зеленский выйдет со значительным лицом и скажет, я приказал отбить, туда поедут резервы, нужные в другом месте, реально нужные. И начнут отбивать это при всем уважении к ее жителям, никому не нужное село. Так, ну и Сумы. Суммы, Точнее, которые... менее нужное, чем другие села. Никому не нужно, это неправда, неправильно. А чуть менее нужное, чем другие села на других направлениях. Ну и Сумы, там тоже Сумская область. Та же логика. Точно так Напряжение же. на границе – это сильнейший политический фактор, внешний, внутренний. Я не знаю, что наши кинут туда резервы и будут пыхтеть, доказывая, что мы ого, не пропустим, отобьемся. Лучше бы там строили нормальную оборону, в результате которой нельзя так просто взять и захватить село, не понеся тяжелых потерь. Они ходили в героические контратаки. Там не место и не время для контратак. Не нужно в другом месте. Контратаки – это надо создать преимущество, считайте, забрать людей и технику с других участков. Более важно. Значит, друзья, давайте сейчас еще один вопрос, подведем итоги и перейдем к вашим вопросам. Их очень много. Спасибо большое за то, что интересуетесь. Алексей Николаевич, тут такое дело. Опять, я вас помните, это был гениальный ответ ваш по поводу брони на кладбище Петрова. Вы сказали, и что? Ну, типа, а что ты сделаешь? Ну, как это? Ну, повоняют и забудут. Ну, кладбище, ну, бронь. Ну, какая разница? Но эта история получила развитие. И причем такое достаточно неожиданное. Примерно пользуясь в том числе и вашей логикой. Ну, во-первых, одни, да, вот там, Кристина Бердынских пишет, что зарплата военного в тылу 20 тысяч гривен. Есть много официальных объяснений, почему так. Зарплата специалиста по информационным технологиям Петрова на кладбище национально-мемориальном 73 тысячи.
каждый месяц. Это государственные деньги на ветер, потому что он там ничего не делает, а только бронь. Ну и деньги как бы приличные. Просто у него очень нужные связи, как позволить туда тихонечко пристроиться. И объяснений пока нормальных нет. Много уже писали, что это плевок на память военных, которые положили свою жизнь за защиту государства. Но этот плевок в лицо всем тем, кто сейчас в войсках. И тут на эту тему отреагировал Корчинский, который говорит: так правильно, правильно, что дали бронь. А как? Они пропагандисты, они молодцы, они там... Вот это вот все. То есть надо, не надо считать денег, надо давать брони. И это на фоне в очередной раз, ну, просто какого-то, ну, смешка. Вот выходит Разумков, говорит: надо финансово мотивировать военных. Федорову будет легче навести порядок с ТЦК, там, с мобилизацией, только за деньги. Надо зарплаты. Так 3 тыловых военных получают, ну, как битый небитого везет. 3 тыловых военных — это равноценно Петрову, который просто для проформы там числится, получает какие-то деньги. Ну, такой ответ тот же самый. Идите возразите. Ну, хорошо. Ладно, вас там на такой козе к вам я пытался неделю назад подъехать. Так на этой неделе пытаюсь на козе финансовой. Денег-то не хватает. Ну, смотрите, военные возмущаются. Хай пойдут спросят с Петрова и Иванова. Мне же рассказывают, что они бородатые, страшные, и вообще им никто не указ. Сержанты побили подполковника там, или полковника, у нас в корпусе все не так. Ну, идите возразите. Ручных пропагандистов офиса. Давайте, погоняйте. Мы посмотрим, насколько вы реально храбрые. Ну, нет же ничего такого, правильно. У украинца нету власти. У него есть только власть пыхтеть в Фейсбуке, к сожалению. К сожалению, так и есть. Да, друзья, давайте перейдем к вашим вопросам. Подведем итоги только. Значит, собираетесь ли вы уезжать из-за отсутствия или перебоев с теплом и светом? Ну вот, именно эта причина. То есть, да, 8% нет, принципиально буду держаться и выдержу. 17% да, уже не вмоготу. 36 уже уехали, и 39 некуда уезжать. То есть примерно мы понимаем соотношение, ну это по аудитории, по нашей, которая смотрит. Конечно, кто мог, уехал, а кому некуда, те вот вынуждены терпеть. Получается, это, ну, Украина в заложниках этой всей ситуации. Украина давно в заложниках, конечно. В заложниках с хорошо выработанным стокгольмским синдромом. Переходим к вашим вопросам. Сначала клуб зрителей в телеграм-канале «Закрытое сообщество», потом дальше пойдем. Значит, вопрос. Алексей Николаевич, рад видеть вас в добром здравии и ясном уме. Сейчас переговорный процесс по Украине в трехстороннем формате перешел в стадию кулуарных, непубличных обсуждений на разных уровнях, и, по всей видимости, кажется, что это приносит куда больший результат, чем публичные переговоры. Можете ли вы прокомментировать видение вот переговорного процесса? Если результаты, и вот, может, действительно есть какой-то прогресс, просто мы его не видим, спрашивает мистер Волк. Это из разговора, смотрите, вот наша футбольная дворовая команда выиграла чемпионат Европы. Угу. Просто мы этого не знаем. Ну, вы понимаете, да, что это власть, которая пытается пиар сделать на каждой, бляха, протекшей трубе. Угу. Если был бы хоть какой-то серьезный успех в переговорах, она бы вам такие видосики нарисовала, чтобы вы не знали, куда деваетесь. А если они молчат, значит, нечего предъявлять, друзья мои. И это единственное разумное объяснение. А то они не умели, делали 4 года одно и то же, а потом вдруг что-то, вот, как бы, да, я же говорю. Мы случайно выиграли чемпионат Европы, никому об этом не сказали, потому что победа любит тишину. Успех любит тишину. Вот это примерно ваш вопрос, при всем уважении. Следующий вопрос. Здравствуйте, Алексей Николаевич. Знакомый вам Павел Щелин считает, что стратегически Украина войну на истощение уже проиграла, и когда рухнет фронт, вопрос времени, причем в пределах года. Согласны ли вы с этим утверждением? Если нет, то почему? Если да, то зачем продолжаете сборы на ВСУ? Потому что в ВСУ служат мои друзья или люди, которые ко мне обратились за помощью. Я хочу, чтобы они остались живы, потому и собираю. Неужели непонятно? Что касается войны на истощение, ясно дело, что проиграла. Как бы речь идет о том, что столица
государство перестанет, возможно, существовать и перестанет быть местом, пригодным для жилья, по крайней мере, в зимний период. Ну, а какие могут быть возражения против этого? Что касается год, не год, никто не знает. В целом, стратегия Зеленского оказалась ошибочной и ведет его к поражению, Украину к поражению. В целом, большая стратегия со всеми нюансами. Военная, политическая в первую очередь, внутриполитическая в первую очередь. Ну, а там дальше как Бог пошлет, посмотрим. Так, поехали. Вот тут интересно в чате пишет. Кстати, спасибо за поддержку. Там в суперчате пишет Алексей. Благодаря вашим словам о том, что удару по Венесуэле быть, поднял денежек на полимаркет. Спасибо. Так, так а чего б насчет Ирана? Какие шансы удара? Когда? Ну, вы заработаете, если поставите, что по Ирану будет удар. Видите как? Полезно. Полезные эфиры. А вы тут посмеиваетесь. Ну, это, конечно, понятно, там, так, с юмором немножко, но, ну, подождите, кто-то действительно, может, это был этот человек, который 32 тысячи поставил и 420 сорвал. Полимаркет, все в шоке были, что Мадуро украдут. А еще есть ставка, что Тайвань, ну, в общем, будут... Тайвань очень сильно сомневаюсь, а вот Иран, да, на Иран можете ставить на удар по Ирану. Так. Точнее, я бы поставил. Поехали, сообщество. Почему Трамп предал курдов? Спрашивает Матвей. Да почему Трамп пожимает руку убийце сирийских христиан? Политика. А в Нигерии бомбит тех, кто... А в Нигерии бомбит, да. Тех, кто там преследует христиан. Анна, Алексей Николаевич, а почему вы утверждаете, что Россия и союзники помогают, а Украине практически нет? На самом деле это ведь ложь. Китай и Индия не помогают, а наживаются на вынужденно низких ценах на нефть и газ. Все оружие Россия покупает за свои, а вот столько денег, сколько дали Украине, еще не давали никому. Поэтому за бусы купил Запад, за бусы купил вас не Запад, а украинская власть. Господин Блинкин осенью 24-го сказал, что еще до большой войны Украина получила все необходимое оружие. Посмотрите, и свои эфиры вы говорили, что самолеты с оружием летят один за одним, что все хорошо. Значит, Украина – это прорва, никому не благодарная и всех предающая. Может, в этом причина? Ну, вы мне можете прислать адрес или телефон этого Алексея Николаевича, к которому вы сейчас обращаетесь, я его обязательно поругаю, потому что он говорит или говорил невероятные вещи. Я бы такого никогда, например, не сказал. Например, я бы никогда не сказал, что России союзники помогают, а Украине нет. Нет, ну сказали бы и говорили, но в контексте, что корейцы пошли, ну, прям... Ну, России помогают, и Украине помогают. Да. Объем этой помощи и направленность абсолютно разные. Россия, Украину используют союзники как прокси-силу, с одной стороны. С другой стороны, как демократический такой вот витрину, типа не дали разбить витрину до конца Европе, коварным диктаторам. А в России идет практическая помощь, потому что Россия самодостаточна, воюет сама, у нее хватает денег, хватает ресурсов, хватает личной живой силы. Им помогают эпизодически в критических ситуациях. Когда у России не было свободных резервов на Курской области, туда приехали корейцы. Да, вот и все. Помогают закупкой природных ресурсов в России, через обмен технологиями, как с Ираном и прочее. Это разные виды помощи. Как разные виды помощи банку Goldman Sachs и там кооперативному хозяйству в городе Житомир. Даже если оказывается эта помощь. Поэтому сопоставлять ее буквально. Зачем России помощь вооружения военной техники, хотя и такая помощь была, и корейские ракеты были, и шахеды иранские были в начале, почти 1,5 года первых, пока Россия начала герани клепать. А с другой стороны, понятно, что Украина без западной помощи военной вообще не протянет. Что касается помощи до начала войны, она была минимальна. Все эти самолеты, они привезли латышские стингеры, и там из Литвы немножко джавелинов, там еще и так далее. Буквально сотни единиц, это ни о чем. Да еще половина была неработающей. Угу. И Украина воевала до сентября 22 года на 99% советскими запасами. Татьяна интересуется. Украина щит Европы все еще? До некоторой степени щит. Ну, как вам сказать, это не щит, это такой... Щиток.
отводной канал для Европы. Ну, после Гренландии назвать Украину щит Европы, это как-то, знаете... Ну, дренаж Европы, я бы сказал, Украина. Вот так вот, если совсем честно, да. Здравствуйте. В связи с более гнетущими событиями может ли возникнуть среди людей запрос на коммунистические идеи, как в частности Украине и России, так и по миру? Особенно в лучших проявлениях, которые предвосхищали предки или, по крайней мере, на левый проект, все еще сохраняющий акцент на борьбе с олигархами, диким неравенством. Благодарю вас. Ну, Вьетнам и Китай вполне себе на социалистическом и коммунистическом пути демонстрируют невиданные экономические успехи. В том числе в торговле со своими страшными капиталистическими противниками. Но проблема в том, что это мононации. Что очевидным образом не так в Украине и в России. Насколько коммунизм или социализм действенный возможен не в мононациях при руководящей роли марксистского учения или неомарксистского, это очень большой вопрос, неизвестно. Само слово коммунизм дискредитировано безнадежно. Именно поэтому оно даже в Китае особо не используется уже. Говорят об особом пути там и так далее. Элементы коммунизма в том смысле, что всем по способностям, от каждого по способностям, каждому по потребностям, ну, наверное, он наступит на всей земле, когда будут вкалывать роботы, а не человек. Но вряд ли это назовут коммунизмом. Разве что какие-то ученые, там, марксисты скажут, а мы же говорили, мы же предупреждали. Но это будет очень... Притянут за уши, да. Очень специфическая дискуссия, да. Алексей, скажите, а почему Трамп не может разместить спокойно себе оборону в Гренландии в рамках НАТО? А почему для этого обязательно присоединять надо? Это хороший очень вопрос. Но проблема в том, что это надо знать полноту позиции датского правительства. Ну, почему? Что имеете в виду? Например, оно может быть против большого... Там же есть американские базы на Гренландии, так? Да. Расширение военного присутствия американского, например, не хочет. Ну, вот кто их знает, неизвестно. Но вопрос очень хороший, справедливый, его следовало бы задавать. Если нас смотрят профессиональные журналисты, то вы возьмите на вооружение. Это очень правильный вопрос. Позадавайте там правильным людям. Ну, людям, которые к этому можем, экспертам, либо людям, которые принимают решения, если у вас есть возможность задать им такой вопрос. Так а почему? Я вот, смотрите, для меня, конечно, звучит как анекдот, но это, конечно, цирк какой-то. Россия и Китай угрожают захватить Гренландию. Что это с ним? Ну, это же он обращается к своим избирателям с бородами, с понитейлами, в кепках и в красных рубашках клетчатых. Это же как бы понятно. Вот. Что касается... Я думаю, что законодательство препятствует быстрому наращиванию военной мощи. Потому что европейское законодательство в отношении движения военных грузов, военной логистики, пребывания и так далее очень-очень сильно забюрократизировано. Получается, стойте. И американцам, если нужно очень быстро группировку там развернуть, то лучше пользоваться своим национальным американским законодательством, нежели согласовывать с европейцами бесконечно каждый шаг. Короче, проще забрать. Речь идет, да, о гонке вооружений. Скорее всего, главной причиной является темпы наращивания военных усилий. Американцы понимают, что они нарастят условно за 5 лет. А по европейскому законодательству с европейскими допусками, там, разрешениями на каждую розетку будут делать это 50 лет и проиграют гонку. Знаете, как это выглядит глазами американцев, чтобы вы понимали? Они не сидят и не мечтают по принципу, вот он нам еще Гренландию присоединить. Они просто раскладывают карту военную, систему ПРО, противоракетной обороны, и видят, где бреши. Гренландия – огромная брешь. И в первую очередь там будут размещаться не инфраструктура, а по борьбе с подводными лодками, хотя это тоже, а скорее всего элементы ПРО, противоракетной обороны, они закрывают брешь. И это ключевой фактор их безопасности, они с этим шутить не будут, в том числе от подводных лодок, которые могут запускать эти ракеты. Да, поэтому это серьезный фактор, они просто видят дырку. Ну, представьте себе, как это видят американцы, чтобы вы понимали, что они не самодуры. Ну, вы живете в квартире зимой, а у вас проломлена стена. Полностью нет стены в одной комнате. Хозяева говорят, да, может, мы как-то достроим? И говорят, нет, это должны решать люди в Копенгагене. То есть, на другом районе Киева живущие. Они должны принять решение, как вы будете строить, какую стену. А пока так поживите. Естественно, они возмущены, они хотят закрыть эту стену. Поэтому они не так уж не правы. Прежде чем хихикать над Трампом, вы подумайте, как это выглядит их глазами. А для них это выглядит как катастрофическая брешь безопасности. Между прочим, Путин ради нее войну начал.
для безопасности своих флангов. А американцы не хотят пока войны, они просто хотят защититься. Это две большие разницы. А, Так, вот такой вопрос. Великобритания вышла из Евросоюза, потому что готовилась к войне на Украине и не хотели тратить деньги, рулят процессом, а счета оплачивает Европа. Нет, они думали, что это будет экономически выгодно, а потом оказалось невыгодно. У них же был очень длинный нисходящий тренд, и за 14 лет экономика британская нисходящий тренд. Думали, что отпетляют, но не вышло. Продолжение. Тоже ж боролись, кстати, за бюрократию. Вот у нас прямая аналогия. Они боролись с европейской забюрократизированностью. Но не получилось, потому что Британия сама уже забюрократизирована хуже всякой Европы, к сожалению. Виктор продолжает тему. Расскажите ваше видение современной внешнеполитической стратегии Британии в контексте украинской войны. Уже не столько США, ну не только США, а и Франция, Германия, Италия заявили о необходимости наладить диалог с Путиным. Против выступили только британцы. При этом у них вся сухопутная армия меньше, чем российская группировка в Украине в 10 раз. Нарастающий кризис, связанный с исламским фактором. Если войной они хотят ослабить Россию, то в чем здесь смысл, учитывая, что Британия больше не мировой гегемон, и у них нет острых соприкосновений интересов с Россией? Британия намного проще. Задача британцев не допустить создания сухопутной империи. Или воссоздания. В принципе. В принципе. В любом варианте. Еще вторая их задача – не допустить союза Германии и России. Стратегического или Германии и Евросоюза. Вернее, России и Евросоюза. А это всегда было ключевым фактором британской политики и остается до сих пор. Просто они не могут решать флотом и армией, у них уже нет, и не особо деньгами. Но они решают дипломатией и спецслужбами, в которых они традиционно сильны. А если у вас есть под рукой 50-миллионное государство индейцев, которые подвязаются на крупную континентальную войну, самое разрушение своей страны, как бы, ну, а это только как бы из-за этого надо заплатить, чтобы 2 раза встал и сел британский парламент, да, и Зеленского непрерывно 3 раза похвалили британские министры, то чего этим не воспользоваться? Мгм. Так. Это очень дешевая покупка. Ой, ну это опять, да, почему вы говорите про левых глобалистов, а почему нигде в мире не делают социалистическую революцию? Они же точно левые? Или, может, какие-то имена, фамилии назвать? Кому делать социалистическую революцию, если, например, Китай социалистический, Вьетнам социалистический? Ну да, Это тут правильно. уже... Ну, как бы, куда вам еще? Европа, значит, Швеция социалистическая, Норвегия в значительной степени социалистическая. В Европе правят левоцентристы, читайте умеренные марксисты. Какой вам еще революции надо? Лена пишет, депутаты Рады все чаще рассматривают вариант территориальных уступок, включая отказ от Донбасса как возможный путь к остановке боевых действий. Об этом сообщил корреспондент немецкого телеканала Die Welt Штефан Шварцкопф, сославшись на слова, по его оценке, на какого-то очень весомого депутата, крайне влиятельного. Значит, что может рассматривать это шобло коррупционеров, воров и предателей? Как будто от них что-то зависит, тем более при продвижении России на Запад. Возмущается Лена. Ну, как, во-первых, это зависит до некоторой степени. Во-вторых, если парламент займет позицию, Зеленскому придется с ней считаться. Во-вторых, и я вам скажу так, по-хорошему, Тимошенко никто бы не таранил, если бы парламент не имел бы значения. Что касается рассматривать, ну пусть рассматривают. И чем ниже температура в Раде, тем они, наверное, будут быстрее рассматривать. Так, значит, вот, ну ладно, не буду читать, у меня просто через собачку, поэтому я сбиваюсь, да, когда там, ну, в общем, Денис, наверное. Я понимаю, да. Тут дело не в том, что я там, это вот просто такие настройки, не понимаю, как поменять, ну, в общем, друзья, не обессудьте, что я вас по имени не называю. Вопрос, сегодня прошла информация, что в администрации Путина, ну, якобы оттуда, вот всерьез там готовятся к размену. Россия признает Гренландию за США, а США 4 области и Крым. Что вы думаете о таком развитии событий, Алексей Николаевич? И, конечно же, ваши таксисты. Могут и признать, а чего нет. Но большая политика не действует по принципу разменов. Она действует по принципу, кто что взял, того и тапки. Ну, что ваши договоренности стоят, если вы не можете их обеспечить? Ничего. Поэтому о 4 области не знаю. Крым 100% готовы признать российским, понимая, что он уже не вернется.
Ну, вот, а создать такую ситуацию, где Крым возвращается, вряд ли кто-то сможет, кроме Господа Бога. А признание Гренландии... А зачем американцам российское признание Гренландии, если там их войска? Мгм. И они их аннексируют официально. Что им это признание? Американцы сделают проще. Кто не признает, пошлины на 50%. И все. И все начнут И признавать все массово. признают. Да, да, как бы зачем им договариваться? Пошлины введут, и на этом все. Это да. Алексей, Буданов и Арахамия единственное, кого еще воспринимает Россия. Вопрос. Тандем Арахамия-Буданов способен на жизнь? Что протянут еще 2 года, чтобы заключить мирное соглашение? А кто им сказал, что Буданова и Архамия воспринимает Россию? Россияне доложили? Или как? Песков? Кто? Путин Ну, позвонил? так кажется многим, что... Ну, Ну, подождите, разные кажется, российские спикеры, там какие-то основные генералы говорят, что кажется. Буданов там молодец, реальный. Ну, типа, не как Зеленский, нереальный, а реальный, трезвомыслящий. Наверное, надо ждать, пока санкции РНБО ведут против Буданова за такие разговоры. Ну да, ну, видите как. Ну, да, и против Арахамии, потому что тут как бы нет вариантов. Их же хвалят российские эксперты. Ой, так новости приходят, смотрю, в Сумах вышли люди на улицу перекрывать дорогу, требуют распределения справедливого. Ну, понятно, что они еще могут требовать. А можем мы увидеть вообще, когда люди выходят и вот так перекрывают дороги или выходят на протесты, чтобы иди уже, Зеленский, договаривайся. Так а что это поменяет? Это надо миллионы должны выйти. То есть это должно быть Первопричина же война. массовое А общественное все движение. выходят, нет, 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 мы такие все, мы не предатели, мы чтоб у соседа отключили тоже свет, потому что он на какой-то линии. Ну, да, это массовое, как это понимаете, это нужно массовое общественное движение, чтобы это стало фактором политики. Его нет и, видимо, не предвидится. Значит, правильный, кстати, вопрос. Спасибо, Дмитрий, что его задаете. Какая вообще цена планируется на газ и электричество в Украине в ближайшие полгода? Мгм. Я не специалист, это точно не ко мне. Нет, я хвалю, что вопрос правильный. Вопрос правильный, да, но не ко мне. Это, кстати, да. Ну, это прям очень важно. Давайте оставим его риторическим, потому что Да. ясен красен, что выше, гораздо выше, после того, что переживает Но попытаются система. положить на граждан, это я гарантирую вам почти 100%. Да. Поехали в чате. Трансляции. Сначала Александр Шелест, потом Алексей Арестович. Вопрос Алексею. По провалам на фронте сделают Сырского козлом отпущения? Уволят с позором? Такой план? Могут уволить, но с позором никого не уволят, потому что признать, если ты увольняешь с позором, то первый вопрос будет, а как ты его 2 года держал на должности и хвалил? Ну, послом будет каким-то, советником каким-то, назначат, грубо говоря, каким-то советником президента после этого или что-нибудь такое. Ну, вот там, да, по военным вопросам и прочее. Что-нибудь придумают. Мгм. Замглавы РНБО назначат, что-нибудь такое. Если в США придут демократы, мировая война будет гарантированной, или они продолжают действовать через третьи страны, как сделали с Украиной? Ну, Нет, продолжат. они не будут никакой мировой войны устраивать, они будут действовать через структуры, которые они восстановят, типа USAID и так далее. Покупать влияние будут. Не воевать, а покупать. Алексей, здравствуйте. Как считаете, если же все-таки Трамп решится военным путем занять Гренландию, то датчане и кто-нибудь из ЕС попытаются создать хотя бы видимость сопротивления? Стрелять будут? Всеми своими 13 солдатами, которых то посылают, то Да. отзывают. Ну, может, кто-то и стрельнет, а что нет, ради престижа в воздух. Ну, в общем, вы не верите, что будет стрельба? Ну, с какой стати? Ну, реально. Ну, вы начали стрелять по американскому спецназу. Вы понимаете, чем это кончится? Чем? Поубивают американских спецназовцев. Да, они убьют в ответ. Прилетят американские самолеты, херанут туда всем, чем только можно, это перемешают все с землей, как это, все на 100 метров в глубину, а потом еще объявят охоту на тех, кто отдавал эти приказы, и на этот самый американское правосудие, и тех, кто исполнял эти приказы. Санкции поводят американские. И вот героический датский генерал, который, как это, отдал такой приказ, обнаружив, что он не может пользоваться карточкой больше никогда. И выехать за пределы Дании не может.
И там его требуют выдать, понимаете. А нет, вводят как это, 500% санкции на датские товары. Начинают американские суда блокировать датские корабли. Извините, Маерск – это здоровенный кусок этого датского бюджета. И все. Вот вам пошалили с Америкой, да, постреляли в нее. Это только, понимаете, если вы дикий йеменец, и вам терять нечего, можно стрелять в американцев. А когда есть что терять, стрелять в американцев очень тяжело. Вроде простая мысль, а такая, как Ну, звучит, такая, да, как тяжело премудрость. доходит. Но если тапочки, все, что ты можешь потерять, это тапочки. Все, что тебе грозит переехать из одной пещеры в другую, как бы, да, и перегнать туда кос, это одна история. А когда ты живешь в Копенгагене, а это очень красивый город, очень богатый город, и все это богатство может кончиться очень быстро, за 2 секунды, а потом тобой персонально. Америка бросит все и будет тобой персонально заниматься, пока не поймает. Это уже совсем другая перспектива. Вопрос. Добрый вечер. Получается, украинцы такие же рабы, ну это закавыченное слово, как и россияне. Вначале было столько слов сказано про свободолюбие, в крови, заложенное чуть ли не Да. генетически, а в итоге... Увы, ах. Сначала начиналась свобода против диктатуры сражается, тирании, а потом один маленький, давайте процитируем Юлию Тимошенко, это не наши слова, один маленький фашистующий режим и процитируем украинские СМИ с другим большим фашистующим режимом воюет. Ну, как-то вот так выходит, по словам Тимошенко и украинских СМИ. Мгм. Так, ну тут прикалываются люди. Половина чата профессиональные журналисты. Еще бы так следите за нашими эфирами, вообще за Ну, эфирами. тогда вот смотрите, мы вам подбрасываем тему. Тема – это задайте вопрос, почему в рамках НАТО нельзя разместить американскую группировку. Это серьезный вопрос. Он сделает вам честь, если вы зададите, особенно на фоне общего падения уровня журналистики. Вы видите, Трампу никто не задает этот вопрос. Ну, потому что все занимаются херней, да, как бы. Все шутят про его премию и так далее, и так далее. Где она, серьезная журналистика? Нет уже давно. Да, все шутят о том, что он поназывал там все на свете своим Да, именем. Такой да. нарцисс, такой весь. А так, по сути, если... Ну, Да, если он Гренландию назовет Трампландией, то как бы американскому ПРО от этого ни холодно, ни жарко, который там станет. А вот китайскому и российскому средствам нападения будет немножко похуже. И планом нападения. мгм. Так, значит, что дало... Переходим в чат Алексея. Что дало Украине соглашение с США о полезных ископаемых? Ничего не дало пока. Потому что их надо начать эксплуатировать, а это разработать и ввести в эксплуатацию сложно, там сложное залегание. И оно должно начать приносить деньги, часть из которых пойдет в бюджет. Это еще годы, друзья мои, это не завтра. Даже если это вообще случится. Так, значить, ви собі як хочете, але хоч раз на 4 роки моє запитання озвучити. Якщо вибори будуть, але кандидати будуть формальні, а інших не допустять до виборів, то що робити, якщо не підтримуєш їх? Що робити, кожен вирішує власноруч. Власним розумом, я б навіть сказав би. Що стосується мене, я не даю порад такого кшталту, як і за кого голосувати на виборах. Я можу сказати, що я буду робити в цій ситуації. Але нехай спочатку ця ситуація складеться, ніж я не почну робити заяви такого, не знаю, гатунку. Мгм. А чё вы так осторожно? Ну, смотрите, нарисуют каких-то формальных кандидатов. Потому что нет, да, надо увидеть, кто идет из кандидатов. А, чтобы понять, Да, пока формальные не они видишь, все... да, не можно. Вот центральный вопрос, Залужный идет или нет? А Залужный Как бы, да. неформальный кандидат? Ну, допустим, он идет как неформальный кандидат и со совершенно реальными шансами победить. Тогда мы можем говорить, да, есть Зеленский и Залужный из претендентов реальные, и есть куча формальных. Ну, так формально не имеет такого значения. А если Залужный не идет, тогда будет Зеленский и куча формальных кандидатов. Ну, тогда уже другой разговор. Это очень разная ситуация. Мы не знаем ответа на него. Какова вероятность нападения на Литву в ближайшие 2 года? Достаточно Высокая. отличается от нуля. Не высокая, но отличается от нуля точно. Не нулевая, давайте. Я считаю высокая, потому что Достаточно сейчас высокая. вот эта история с... Опять-таки, я помню, в субботу там, ну, эфиры тоже были с гостями. Лукашенко всех по боевой тревоге поднял и сам ездил туда, куда, ну, короче, хотел. Ну, то есть ту часть.
Я вам назову еще один признак. Ленинградский и Московский военный округ ударными темпами в России развиваются, и это отдается, как вам сказать, преимущество в стратегическом военном строительстве. Там формируются новые соединения, объединения и так далее, ударными темпами. Параллельно с войной в Украине. Это Параллельно важно. с войной с Украиной, заметьте, да. И такими темпами формируются только два стратегических округа двух стратегических направлений. Южный, который направлен на Украину, со штабом в Ростове-на-Дону, и вот Ленинградский. Поэтому как бы все понятно, для чего и как. Я говорил 1000 раз, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО добило горлышко узкое Балтийского моря, обнулило результаты российской политики на Балтике за 300 лет от Петра I. Они никогда не смирятся с этим. Со всеми вытекающими. Алексей, что, по-вашему, Артем спрашивает, ближе мирный договор, захват власти в Украине или захват власти в России? Но мирный договор ближе. Захват власти в России и в Украине – это из разряда черных лебедей, их нельзя предсказывать. Как бы, да. Как в колоде Господа Бога это остается, но это не аналитическое событие. Это как удар молнии. Его же нельзя рассчитывать в семейном бюджете удар молнии, попадут, не попадут. Такой вопрос человеческий. Алексей, после окончания войны, как вы думаете, Россия пригласит к себе уехавших во время войны украинцев? Сможем ли мы, русские, убедить украинцев, что у нас нет к ним ненависти? Или должно пройти время? Ну, по некоторым данным, в России не менее 2, некоторые говорят и более украинцев, которые сбежали от войны туда. И, значит, их не надо убеждать было правильно в этом. Но они как-то свой выбор сделали. После войны российская власть делает, я сейчас, внимание, не моральный ход оцениваю, а технический. Очень грамотный ход, если создаст условия для переезда украинцев в Россию и благополучного их проживания. Здравствуйте, вопрос. Я являюсь кровавым имперцем. Если я считаю, что не несу ответственности за войну Путина против развала России, если вы за мир, что вы скажете о проекте «Юго-Россия» с Романенко? Ну, это же было чисто техническое конструирование, какие варианты возможны в этой ситуации. Такие дискуссии, это как командно-штабные игры стратегически развивают мышление у нас и у вас, которые их смотрите. Это же не был политический проект. У нас с Юрой не было и нет возможности это организовать всерьез. То, что вы там перевозбудились, это лишний раз показывает, что вы крайне болезненно реагируете на, я имею в виду, часть россиян, которые на это болезненно реагируют, крайне болезненно реагируете на такие темы и придаете нам значение, которого мы никогда не имели, ни я, ни Романенко. Поэтому это гимнастика для ума. Как можно крутить геополитическую карту? Очень сильно развивает мышление соответствующее. А, простите, ради чего я веду все эти эфиры? Чтобы развивать вам мышление. Это моя единственная цель. Сами смотрите, вы вопросы задаете точно такие же. Нападут ли на Литву? Что будет с Гренландией? Как сработает этот проект? Как сработает это? Я вам показал, какие проекты в этом случае возможны. Например, Юго-Россия. Да, мы обсудили как тему. Все. Это точно такой же, а что будет, если захватят страны Балтии, или что будет, если захватят. Почему вы одно допускаете, а второе не допускаете? Значит, вообще, конечно, смотрите, я тоже хотел 2 слова, с вашего позволения, Алексей Николаевич. Это очень важно. Думать. Мне вот так было, ну не то, что, я не скажу, что нельзя говорить на эти вещи приятно, да, но когда там знакомые знакомых из Днепра, ну, они могли, они там ничего военного, криминального, понятно, там они забрали ребенка и, короче, уехали в Польшу 1,5 года назад. Даже чуть больше, 2 где-то. То есть вот так. Но они постоянно смотрели эфиры разные. И наши тогда с вами смотрели эфиры. То есть и там с другими спикерами. И говорят, вот мы вот несколько спикеров смотрим у тебя на канале, смотрели, и вот мы приняли решение. И вот, ну как, да, и прошлую зиму, казалось бы, да, ну а что вы, ну да, там, они прям продали квартиру в Днепре, там, да, там, и этого хватило, чтобы купить там в Польше какую-то, ну тоже не бог весть, но какую-то квартирку. И там вот с ребенком, там семья, они уехали. И они говорят, а знаете, за что спасибо? Понятно, что это не мы там с вами в эфире призывали их там так поступить. Они вот звонят и благодарят, но не за то, что мы там им так сказали, а за то, что они подумали, проанализировали, сопоставили, наложили на свою ситуацию и приняли тогда такое решение. Они говорят, что сейчас бы мы такое решение, ну, не приняли и вынуждены были бы, ну, в общем,
Вот если бы позже, уже б нет. А вот тогда вот самое время. В этом же вся история. Я стараюсь развивать, мы с вами стараемся развивать мышление, показывать варианты, там, показывать, что тарелку. Что, смотрите, на чем ловится человек? Это я уйду уже в область психологии. QR-код возле Алексея Да, Николаевича. смотрите, человек всегда ловится большими структурами, типа государства, крупными идеологическими концептами и так далее. Берется в рабство тем, что они намертво прибивают его точку зрения к одному положению. Человека всегда в таких случаях, его психику, его свободу спасает множественность аспектов рассмотрения. Вы можете называть это переобуваться, а я вам просто показываю, что на ситуацию можно смотреть с разных точек зрения. Это спасает психику тех людей, которые понимают, что это один из самых наиболее действенный метод. Посмотреть с другой стороны. Есть такой тест. Маленьких деток просят нарисовать комнату своими глазами. Вот они рисуют, где какие игрушки стоят. А потом просят нарисовать глазами чебурашки. Или куклы, которые стоят в этой комнате. То есть надо нарисовать себя. Есть дети, которые проходят, в среднем около 6 лет они проходят этот тест, а есть, которые не проходят. Вот люди, которые говорят про как бы не переобуваться, про что единственная правильная точка зрения, это дети, которые не прошли, это психологически, это дети, не прошедшие этот тест на чебурашку. И их точка зрения намертво в плену очень низковатых, грязноватых идеологических программ, и они в этом смысле являются буквально в смысле духовными рабами. Вот. А люди, которые позволят множественность аспектов рассмотрения, более-менее свободно себя чувствуют в этой ситуации. Вы выбираете, как поступить. Кстати, есть очень история, которая сколь трагична, столь прикликается с вашей и в значительной степени показывает, как обстоят дела с этим. Был такой Александр Ширков. Это вайшнав, или в очень просторечии кришнаиты, как их называют еще. Человек, который был индуйским монахом. Он с Северодонецка родом, жил в Украине, за пределами Украины, и который принципиально стоял на принципах ненасилия. Он вышел из дома, как говорят знающие его люди, его бусифицировали. В ТЦК и в армии он пытался объяснить, что он придерживается принципов ненасилия, состоит в соответствующей религиозной организации более 15 лет, но его заставили через систему физического принуждения, то есть избивали. Стоять на рейде на кухне, довели до состояния, когда он уже просто сдался и решил взять в руки оружие. Я не знаю, на что он рассчитывал. Его перегнали на фронт, и он погиб в первом же бою. Вот. Таких людей не один, не два и даже не 10. Это сотни людей, принадлежащих к организациям, исповедующим принцип ненасилия, но которых поломало родное государство Украина. Вопреки Европейской конвенции по правам человека, где статья 9 гарантирует свободу мысли, совести и религии, вопреки разъяснениям Венецианской комиссии, сделанной специально для Украины в 1925 году, где подчеркивается, что отказ по соображениям совести должен уважаться даже в условиях военного времени. С 1922 года сотни религиозных отказников были осуждены и направлены в тюрьмы. Это по данным организации правозащитных форум 18, например. Это с адвентистами происходит, адвентистами, свидетелями Иеговы, представителей других конфессий. И 35-я статья Конституции нарушается Украиной. Параллельно. Таких случаев много. Вот судьба этого человека меня глубоко задела. 35-я статья Конституции об альтернативной службе. Ему можно было предложить работу в госпитале. Еще где-то. Но смотрите, духовный стержень человека сломали. А благодаря чему существует система, которую Юлия Владимировна назвала нехорошим словом фашистующей? Благодаря системному нарушению прав человека во имя одной правильной идеологии. Поэтому, друзья мои, мы с Сашей делали, делаем и будем продолжать делать все, чтобы вы могли посмотреть на ситуацию с разных точек зрения. Вот его фотография. Человека, которого сломали и убили. Вопреки его мировоззрениям, которых он последовательно придерживался. Он не стал за 5 дней до того, как его поймала ТЦК, не стал духовно верующим. Он всю жизнь прожил такой. Его знали как очень открытого, позитивного человека. И он стал символом этих людей. Вот это вот цена, это то, во что превратилось современное украинское государство, которое просто мелет людские судьбы, невзирая ни на что. В том числе по самым ключевым вопросам. Я этому противостою как могу. А моя работа – это делать так, чтобы вы не считали такие случаи нормальными,
И если ничего не можете с ним сделать, то крепко запоминали, кто с вами и с другими такое сделал. А кроме того, вы могли смотреть на мир с широких позиций. Я всегда говорю, давайте посмотрим на мир глазами наших противников. Давайте посмотрим на мир глазами, например, датчан, как они видят эту ситуацию, глазами Трампа, как они видят эту ситуацию. Потому что это нехитрое упражнение позволяет вам не становиться жертвой фашистующих идеологий. То есть в буквальном смысле это борьба с расчеловечиванием не только вас, вашим, который вы производите, но и вас, чтобы не расчеловечивали, не превращали в марионетки. Вот как-то так. Ну, давайте точку в нашем сегодняшнем разговоре поставим. Несмотря на то, что это сильная, конечно, точка. Я тут вынужден сказать, что сегодня большой православный праздник. А скольких священников Да. крутили, Ну, по некоторым ломали? данным, да, 55 тысяч уголовных дел по политическим причинам в Украине. А вот эти, ну, когда обмены, это тоже какой... Ну, в общем, Да, это только тему эту как бы зацепи на самом деле, да. И вот тут там Смотрите, пишут там Кришна, Кришна. Ребята, человек верит в это. Ну, это его вера. Нельзя смеяться ни над какой верой или да, там... причем тут смеяться? Вы не понимаете, как это работает. Вы верите в шарообразную землю или плоскую землю? Вы представьте себе, что вас поломали физически, сломали, заставили отказаться от собственных взглядов и кинули умирать, хотя вы противник этого. У вас вся душа против этого. Это стержень личности. Вокруг за 15 лет уже личность образуется человеческая. Возьмите что-то крепкое, крепкое, во что верите вы. Ну, например, в связь детей. Представьте себе, что возникнет история, где будут наказывать и ломать за связь, за то, что вы верите в связь детей и родителей. Ну, то же самое. Убеждения не имеют значения. Важно, что они составляют ядро личности. И уж точно, если это насилие, убеждения, которые связаны с отказом от причинения вреда другому, но это не те убеждения, за которые надо наносить вред и ломать. Поэтому, друзья мои, не существует способа оправдать подавление личности и насилие над личностью, тем более в духовных вопросах. Вот и все. Да, значит, вопрос... Смотрите, у Украины есть только два пути. Либо здесь вводится свобода воли по американскому образцу, свобода слова, вернее. И вы можете говорить все, что угодно, и мы не наказываем за слова, только за поступки. Это один способ. Либо европейский вариант. Есть запрещенные статьи, запрещенные деяния, например, прославление коммунизма, фашизма, там еще чего-то, насилие, призывы к насилию, там, да, к прочему. Но тогда оно тоже должно выполняться. Украина пошла по второму пути. У нас есть соответствующие статьи Конституции, которые предоставляют альтернативную службу верующим, которые принципиально отказываются брать в руки оружие. И есть, например, статьи за разжигание национальной розни, религиозной. Или за оскорбление человека, или преследование человека по национальному, этническому, языковому, там, религиозному признаку и так далее. И если мы уже идем европейским путем, то надо выполнять эти статьи. Либо по-американски отменить, тогда говорите, что хотите. Либо и придерживайтесь любых взглядов, либо что европейские, тогда мы репрессируем за это. У нас не происходит ни того, ни другого. У нас происходит правовой беспредел, который как бы вы еще пытаетесь оправдать, будучи его основными жертвами. Когда вы поймете, что связь между вашим замерзающим домом и нарушением прав человека базовых в стране и прямая, и вы сами выпросили себе это на голову в какой-то степени, довольно значительно, может быть, что-то начнет в ваших мозгах происходить в жизни. А может быть и нет. Кто его знает? Давайте завершим наш эфир. Ну, в общем, прямой эфир, да, то есть сейчас жители Киева там массово готовятся ночевать в метро, уже занимают места. Ну, такой достаточно напряженный день, потому что есть сообщения от... Есть угроза очень сильного обстрела Киева. Да, от посольств, красный уровень, там всем водой... Сообщают, да, что посольство призвали, назову ключевой параметр с вашего разрешения, Да. готовиться к возможному полному блокауту от 3 до 5 дней. И это надо учитывать тем, кто остается в Киеве. Надо учитывать, что павербанки, запасы еды, запасы воды и так далее. Теплых вещей. Да. Да, в связи с этим, ну, понятное дело, что хорошего мало. Мороз, может, там немножко будет не так грозен, но тем не менее мороз.
Орешник третий будет с боевой частью, спрашивали там в чате. Смотрите, боевая часть «Орешника» только ядерная. У него нет боевой части, насколько это известно, в обычном снаряжении. Но и опять же, он на такой скорости заходит, что 100-килограммовая болванка производит эффект разрушительный, как 330 килограмм взрывчатого вещества. То есть что на него еще вешать? С боевой частью, то есть применение 36 ядерных боеголов, это не то, на что пойдет Россия сегодня, российское руководство. Поэтому за это можете не волноваться. Ну, хоть за что-то можем не волноваться. Вообще, на самом деле, очень тяжелое. Вот когда все, знаете, мне так нравится, пишут там, вот что вы это встречаетесь, это говорите, эскалация будет. Что такое эскалация? Я помню, как там разные бравые товарищи, спикеры говорили, ну что такое эскалация? Вот она, эскалация, вот она. Мороз, 3-5 дней без света, люди готовятся уже с ночи, идут в метро, идут куда-то еще, комбинированные удары, предупреждает сам Зеленский. Ну и, собственно, да. Но если хочется поговорить о потенциале эскалации, то он есть еще. Есть. Даже можем сравнить два налета. В прошлом налете по Киеву сколько баллистики применили? Штук 15. Ну, прям удар баллистический практически. Да, баллистическими. В этом готовится от 30 до 45, судя по данным, которые распространяют в те же иностранные посольства. Ну, вот вам потенциал эскалации. Но есть еще у России еще есть возможность мобилизовать, массовую мобилизацию объявить. Там есть куда эскалировать еще. Даже у Украины есть куда еще эскалировать. Поэтому, смотрите, но еще Клаузевиц сформулировал, что идеальная война, где применяется 100% сил и средств, это как идеальный газ. В теории возможно, реально не существует. Даже Советский Союз, ведя смертельную войну в Великой Отечественной войне или во Второй мировой, как хотите назовите, использовал всего около 65% своей боевой мощи экономической. Хотя бы потому, что часть группировки держалась против Японии на Дальнем Востоке. И так далее. Война – это продолжение политики другими средствами. Не может быть стопроцентного использования сил и средств, а значит, потенциал эскалации остается всегда. Если вы думаете, что уже совсем некуда эскалировать, вы сильно ошибаетесь. Есть куда. Но у этого есть границы, потому что война – это политический процесс. И политические договоренности являются старшими. Пока идет мирный процесс, потенциал эскалации сдерживается. Для того, чтобы он начал расширяться максимально, это нужно сорвать мирный процесс полностью, отказаться от него. Но, друзья мои, во-первых, и это может быть. Во-вторых, и в рамках мирного процесса можно немножко поэскалировать, как мы видим сейчас по Киеву, Днепру, Одессе и Харькову и другим местам. Да, друзья, в любом случае будем держать руку на пульсе. Всем большое спасибо за то, что побывали сегодня в нашем прямом эфире и на канале Алексея Арестовича, и на канал Александра Шелеста. Я всех призываю подписаться и рассказать знакомым и друзьям, что как поменять страну, как воспользоваться VPN. Понятно, что все уже знают, но тем не менее, знаете, особенно в этих условиях, если там кто-то в Украине, и там, где заблокированы каналы, а еще заблокирован свет, вода, тепло, а начиналось-то с каналов, понимаете, тоже такой парадокс. Вот вам война. Ну, да, смотрите, когда ты начинаешь подавлять и блокировать что-то, то на следующем обороте истории вас ждет угол, на котором вы встретитесь. А через два поворота есть старая и недобрая пословица. Два случайных поворота и уже Федота. Поэтому думайте, когда вы принимаете решение, улюлюкать в пользу блокировки или насилия. Сегодня ненавистного вам московского попа заламывают. Но вы не замечаете, что за вашим улюлюканьем государство в принципе открывает дверку в возможность расправы без суда и следствия. Или с формальным судом и следствием сделанным. А если вы арестовали Юлию Тимошенко по сомнительным обвинениям? Как вы думаете? Или там главу, например, Украинской православной церкви, простите, в Запорожской области. Что сделают с вами, с обывателем, который хихикает и рассказывает нам в комментариях, что так им и надо? Да, вас плюнут и переедут и не заметят. Вы об этом подумайте. Кто открыл дверь всему этому беспределу правовому? Вы. Напоминаю, фашистующий режим невозможен без фашистов. А фашисты невозможны без тех, кто поддерживает их и стремится вперед скинуть руку с криком «Хайль», чей-то персональный адрес, но только сначала для отдельных категорий граждан. Потом категории все расширяются, 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 и однажды приходят к вам. Возможно, не чтобы арестовать, возможно, для того, чтобы отключить вам воду.
или не подключить вам воду вовремя и свет. Земля круглая, но имеет форму чемодана. Когда вы принимаете определенное решение, занимаете отдельную позицию, знайте, она вас ждет за углом, где вам будет предоставлена полная историческая, психологическая возможность пережить то, что переживали те, по поводу которых вы улюлюкали сначала. Вроде простая же премудрость, да? Относитесь к людям так, как хотите, чтобы относились к вам. Засим, всех еще раз с праздником. Добра и света. Алексей Николаевич, спасибо за время и мысли.